Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете и дожидаетесь шума. Все хорошее всегда возвращается. После продолжительного перерыва мы снова вместе. Да, возможно, шум будет шумнее. И, скажем так, голосовой аппарат будет издавать тоже шумы, но мы все вместе преодолеем. Почему? Потому что мы с вами одна команда. Мы смотрим на все, что происходит, конечно, под разными углами, с разных позиций. Здесь всем рады, всем абсолютно мнениям, если они обоснованы, аргументированы. Главное в проекте «Шум» — это то, что мы вместе шумим. Мы обсуждаем все, что происходит, и то, что нас касается. В комментариях милости прошу, давайте, пишите. Все как всегда, все будет, собственно, по тем же лекалам. И я очень надеюсь, что наши встречи будут чаще. По крайней мере, очень бы этого хотелось. Как всегда, о правилах эфира, они очень просты. Вначале мы поиграем в города совсем чуть-чуть, чтобы очертить географический круг всех шумлян. Ну, а потом, конечно, проголосуем в вопросе, подведем в конце итоги. Во время эфира вопросы можно задавать в закрытом клубе телеграм-канала «Шелест». Люди задают уже вопросы. И в предложку электронная почта. В телеграм-канале она есть. Туда пишут люди свои истории. Ну, вопросы задают и истории пишут. Рубрика такая в конце. Называется «Колобок». Куда мы катимся? В общем, то, что вас волнует, те свои мысли, некоторые из них, конечно, озвучу тоже в конце нашего сегодняшнего эфира. Ну и начнем традиционно с нашего опроса сегодняшнего дня. Конечно, ситуация набирает колоссальные обороты. И давайте будем немножко трезвее смотреть на все происходящее. А откуда это делать? Конечно, оттуда, откуда вы смотрите. Вот Краматорск с нами, Донецк, Оренбургская область, Триест, Италия. Привет в Италию. Конечно же, привет в Мелитополь, он шумит. Межгорье шумит, Андрей оттуда. Израиль, Астрахань, Белореченск, Верхний Бор, Тюмень и солнечный Башкортостан с нами тоже. Чернигов на связи. Шум, ура, Финляндия участвует, это прекрасно. Финляндия вообще куда без Финляндии? Ступ, и тот мчит завтра с Зеленским к Трампу. Александр Афины с вами, спасибо большое. Россия, Анкоридж. Ну, если Россия теперь уже Анкоридж, Анкоридж Россия, то тогда да, действительно. Вы знаете, очень много сегодня, скажем так, будет об исторических и неисторических встречах. Вот на этой неделе произошла историческая встреча в том же Анкоридже. Эпохальная, которая войдет в учебники по истории, потому что она даст старт определенным новым веяниям в мире. Ну и не историческая, а такая встреча в попыхах нас ждет завтра. Сегодня Зеленский в Брюсселе, завтра он хотел сказать в Воронеже, в Вашингтоне. Завтра он в Вашингтоне и, в общем-то, с группой поддержки туда мчит Зеленский. Настроение, конечно, аховское. Обо всем будем говорить. Чернигов, Алматы, Чианграй, Таиланд смотрит. Спасибо большое, что аж оттуда издалека, созвездие Альфа Центавра, Харьков, Жуковского, это район Харькова, через который летят дроны. Спасибо за подробную геолокацию, уважаемый пользователь. Обратная сторона Луны, это тоже прекрасно, что нас смотрит. Спасибо большое, Норвегия, Альсвок. Правила игры в города, они очень простые. Называется регион или то, что вам понравилось из услышанного, и жмется лайк. Поставьте, пожалуйста, лайк и проверьте, подписаны или нет на канал, потому что я считаю, что последнее время как-то там YouTube немножко барахлит, да, снесли на этой неделе канал Дианы Панченко, ей, конечно, поддержка, следите за ее Telegram и X, и вот многие жалуются, что вроде как подписались на Шелеста, вроде как и уведомления поставили, а все равно уведомления не приходят или что-то происходит, поэтому перепроверьте лучше, а лучше пишите комментарии, ставьте лайк. В любом случае, мы всех победим, потому что нас много, и мы шумим. Узбекистан, шпычинцы из Житомирщины, они тоже там шумят люди, несмотря на то, что всякие санкции вводят и блокируют YouTube-каналы. Саратов тут, и Зеленоград, и это прекрасно. Шелест, шуми, Саня, чаще. Будем шуметь, и никого не дадим в обиду, потому что все, кто здесь шумит в этих комментариях, те по-настоящему имеют что сказать. Поэтому пишите по поводу того, что сегодня услышите, свое мнение о происходящем, это тоже крайне важно. Начнем основную часть нашего сегодняшнего разговора с опроса. Зачем с Зеленским к Трампу едут Мерц, Макрон, Стармер, Урсула, Ступ, Рютте?
Я, честно, когда всех перечислял, думал, не хватит у меня в поле с вопросом, с вариантами ответов, вот символов. Нет, хватило, вроде всех поместил. Может, кого потерял, может, кого забыл. Короче, целая группа поддержки мчит в Вашингтон завтра. И вопрос к вам, уважаемые зрители, а как вы думаете, зачем? Вариантов 4. Можете писать свои в комментарии или проголосовать из тех, что имеются. Будут давить на Донни и менять его курс. Соответственно, Аляска, все перевернулось в мире, да, и сегодняшние публикации, конечно, Трампа тому подстать. И вот они всем, как это, гуртом легше батька быты. Ну, то есть, помните, вот прутики, один прутик можем сломать, а если веник, то ты ж его не сломаешь. Может, с этой целью, то есть, влиять на Донни. Трамп, давай назад, к глобалистам, по нашему курсу, по той проторенной дороге, по которой мы сказали. Второй вариант – выторговать ништяки от распила. То есть, фишка понятна. Распил Украины состоялся, вот он происходит сейчас. Идет реальный разговор об обмене территориями, об уступках территориальных. И вот чтобы территории, там, влияние, зоны, ответственности, деньги, в конце концов, не шуточные, которые выделялись и Европой, и Америкой, и контракты, которые сейчас есть, и они там 26-27 год, да, некоторые есть позиции 28 года, фигурируют в разработке дронов, новых заводов, вот этого всего. И нужно же как-то убытки крыть. И, то есть едут они туда за своими интересами и за деньгами. Третий вариант. Они боятся, что Зеленский кинет и прогнется. Бильд сегодня выдает шикарнейшую аналитику. Короче, формат встречи, вот эта вся делегация, перечисленная в вопросе, мчит к Трампу. И какой там график? Это Мерц всех сдал. Он опубликовал, и немецкая пресса, соответственно, Бильд и другие издания опубликовали, что будет завтра происходить. Значит, приезжают они все туда. И дальше там будет обед, рабочий обед. Напомню, в Аляске обошлось без обеда. А потом многочасовые обсуждения. Однако Трамп отказался вести переговоры в формате вот таком. То есть перед вот этой процедурой, обед, а потом обсуждение, нас ждет разговор тет-а-тет. Face-to-face, так сказать, с Зеленским. И это очень примечательно, потому что события недели и, наверное, события политического года, мы многого, или как о многом мы узнаем немножко позже, это, конечно, встреча на Аляске Путина и Трампа. Внимание, там тет-а-тета не было. Я имею в виду переговоров. Тет-а-тет был в лимузине, а непосредственно там тройки были. Это, помните, все эти картины, это все очень ярко демонстрировалось, вот эти разговоры, там поприкалывался Трамп над Лавровым, мол, футболка у вас классная, тут, говорит, надо будет подарить, а Лавров же приехал на Аляску с надписью СССР, тут, говорит, империалист на него. В общем, интересно, они там пообщались, есть уже такие выжимки, они гуляют по сети, непосредственно от этого общения, да, и плюс, конечно, эти выкрики там журналистов, когда вы перестанете бомбить мирное население, такие моменты, такие разные эпизоды. Так вот, тет-а-тет там был только вот в машине, а так все переговоры велись вот в командах. Это тоже о чем-то говорит. Так вот, завтра у Зеленского будет тет-а-тет. Получается, что Россия и Америка в командах договорились, а Зеленскому выкатят условия. Ох, как интересно. А потом уже с выкачанными условиями, так сказать, выкачанным сапогом, будет щеголять Зеленский уже в компании всех остальных глобалистов и тех, кто умчался поддерживать Зеленского в Америке. В общем, и они боятся, что Зеленский как раз-таки на тет-а-тетике их опрокинет и полностью ляжет под Трампа. Мы же знаем политику европейцев, они же публично все говорят: Трамп, ты такой великий, ты такой бог, ты такой красавчик. Поэтому, да, то есть есть такой риск. А Зеленский любит кидать людей. Он любит это делать. Он кинул Путина в 2019 году, о чем красиво признался Богдан, причем разложил это все в свое время на пальцах. И вот эти последствия этого кидка, да, мы сейчас, в принципе, расхлебываем. Еще один вариант, зачем они едут, это чтобы вместе слить Зеленского, и, конечно, угодить Трампу. Короче, Зеленский козел отпущения, его все
бросают на амбразуру, и он там, собственно, вот это вот, да, дальше отдувается сам. А отдуваться там есть по какому поводу, потому что сегодня он в Брюсселе, встречается с Урсулой, но обо всем по порядку. В общем, голосуйте, друзья. Спасибо большое, что из Хайфы вещаете, и Курск тоже. Это просто замечательно, что вы с нами. Я очень благодарен всем, кстати, за суперчат, за суперстикеры, за поддержку канала. Спасибо большое, друзья. Вместе и только вместе мы это все преодолеем, потому что на самом деле очень много. Вот тут пишут, тут прикалываются люди, Зеленского в США арестуют или не арестуют. Слушайте, а правда, да? Вот правда. Спасибо большое, Питер с нами. Питер, привет. В Москву тоже привет. Адыгея с нами. Спасибо, друзья, большое. А это, кстати, тоже очень показательный момент. Какие были какой силы были разгоны. Как это все? Сейчас приедет Путин, сейчас его арестуют. То есть, смотрите, приезжает Путин, его прямо у трапа самолета, его берут, там все, арест, наручники. Трамп, лидер мира, все его возвеличивают, наконец-то перемога. Слушайте, такое выдавали перед этой встречей, и даже там в день встречи, а в день встречи все сдулись. Но много об Аляске, конечно, можно что сказать, и меня действительно просили сделать там шум в прямом эфире, вот как это все было. К большому сожалению, даже сейчас немножко, не совсем это было возможно технически. Я думаю, что некоторые моменты мы обязаны вспомнить. Я вспомню то, что мне касается. В комментариях напишите, что вы думаете. Понятно, да, не было встречи тет-а-тет. Конкретно переговоров имеется в виду, там, когда их закрыли с переводчиками, как планировали в самом начале, были тройки, потом были расширенных делегаций, обеда тоже не было, то есть они как бы взяли и уехали без обеда, но все сказали, что встреча отличная, встреча позитивная, и особенно общественность Медведев напряг. Потому что и Медведев сказал, встреча отличная, представляете? Ну, там прикалывали, что он на хозяйстве типа остается на кнопке красной, как бывший президент, ну, и зам Совета Федерации, но это не в этом смысл. Смысл в том, что все остались довольны. Но какие же заявления мы слышали буквально за сутки, за 2 суток до Аляски? Если мне там что-то не понравится, я возьму и все отменю. Ну так все, получается, понравилось. Исторический момент, и это по-настоящему исторический момент, почему я так серьезно говорю, что это войдет встреча в учебники истории, и многие политологи, политические аналитики будут к ней апеллировать еще очень и очень долго. Потому что Путин попал в лимузин к Трампу. То есть было несколько бортов. Борты обеспечения из России, они вот там, их там штук 5-7, да, то есть прилетели. Плюс там гости, там журналисты и все остальные. И там такая практика, загоняют в транспортники аурусы, это машина, на которой ездит Путин, и вот он приезжает куда бы то ни было, его сажают в этот же аурус, и он едет, и там красиво едет, менее красиво, в общем, непонятно. Смотрите, красоту Аляски от нас все скрыли, и этот жест о том, что Путин сел к Трампу, он действительно войдет в историю. Ну, вот так это было. Значит, это как раз-таки вот после этого вот кричали Путину там убийство, там убийство мирных, туда-сюда, и вот это вот эти восклицания, Трамп так махнул рукой, типа, все, типа, закончили упражнение, журналисты молчать, приостановились у трапа, о чем-то поговорили, спустились. Тут вот видите, это легендарный этот охранник, о котором куча видео, да, как он себя ведет. Он как-то его проворонил. Даже охранник не ожидал, что он пойдет в машину. Ну как, не ожидал. По протоколу он же там чуть ли не первый был. И вот он побежал быстро, смотрите, к охране Трампа, ну, чтобы проконтролировать. И Путин садится в этот Крайслер, да. Ну и, собственно, быстренько на этом все и закончили нам показывать. Вообще, многое чего не показали как раз-таки американские ретрансляторы. Но все-таки вот этот кадр говорит о многом. Посмотрите, как он доволен. Вот там и была встреча тет-а-тет. Вот там они и поговорили. Вот там они и пообщались. Ну, это, конечно, во время этого момента, это поздняя ночь была вчерашнего дня, наверное, где-то плакали, да, на Банковой, в ситуационной комнате и, собственно, везде. Но
если вы думаете, что плакали они там, на этом моменте, не совсем. Потому что встреча прошла, поговорили, они вышли на 12-минутную пресс-конференцию, хотя пресс-конференцией назвать это нельзя, это брифинг. Там, конечно, кричали какие-то вопросы журналисты, но они вышли, свое сказали и все. Все это можно почитать, заявление, все очень красиво сделал Путин, он себя вел достаточно мягко, очень уважительно, интересно. Трамп тоже так же. Очень замечательно прошла встреча, на самом деле, по антуражу. Возложение цветов это был просто как бы апогей, потому что все же крутилось вокруг чего? Вокруг того, что мы соседи, Аляска, русская история и все такое прочее. Но я хотел бы обратить внимание на отдельные кадры. Вот на эти. Это снимок с вот этого брифинга после. Обратите внимание на Трампа. Обратите, как он смотрит на Путина. Вот если не видно, то вот так он на него смотрит. Смотрите. Вот с каким довольным лицом Трамп слушает Путина. Это, кстати, мало кто об этом говорит, потому что, это же не принято, как это там, все же там, кровавый диктатор, туда-сюда, вообще много там вот этих старых мемов, как там дорожку американские солдаты на четвереньках стелили, да, поэтому вот об этом можно говорить. Там даже дочка Келлога говорит, нельзя использовать для таких целей людей в форме, потому что получается, что американский солдат как бы там унижается, и борт с надписью «Россия», они вот подтыкают под трап вот эту красную дорожку. А у Трампа, короче, была красная дорожка. В общем, такие, да, вот эти нюансы. Но вы посмотрите, как ему хорошо, Трампу. Да прям замечательно, слушайте. Вот как он смотрит. Вот как он смотрит на Путина во время того, как тот произносит свою речь. У них, вот помните вот эта вся история, мне это, кстати, очень понравилось, мне вообще очень нравится. Сейчас мы входим в такой период, когда вот эта глобалистская пресса, она будет как бы, знаете, их же салом по их же сусалам. То есть у них очень классный такой есть прием, типа возникла химия. Мы все читаем это, да, там, особенно когда Зеленский с кем-то встречался вот, во времена вот этих всех выездов, да, многочисленных. Возникла химия. Так а что это, как не химия? И еще один нюанс по Аляске, точнее, таких два нюанса, из того, что нам не показали. Я, если честно, я считаю, что я как бы отслеживаю там по роду деятельности, там, новости, разные там репортажи, еще что-то. Но только на вторые сутки. Вообще, мне показалось странным. Из трансляции тоже это была бессонная ночь. Все следили, когда Трамп и Путин, помните, вот это поднимают голову, и над ними пролетел там Б-52 в сопровождении там истребителей. А еще же были истребители, их там много было. И все говорили, что, я помню, да, вот первые сутки после встречи все говорят, прием и прием, не арабский прием. Помните, как в арабских странах Путина встречали, там и верблюды боевые, и все там красиво, там все это парады. Нам не показали, оказывается, представляете? А там был элемент авиашоу. F-22 самолеты, после того, как Б-52, Б-2 пролетели, они звезду над Эльмендорфом нарисовали. Как бы в честь Путина. То есть в небе было шоу в честь Путина. И вот эти кадры продемонстрировали. И вот когда они глянули буквально там на 5 секунд, что кто-то что-то пролетел. То есть это все равно как бы часть протокола, часть праздника. Многие там рассказывали, выложили какие-то вот эти листки остались в принтере, и там вот каждого как там называть, его обед для его там высокопревосходительства, там Путина. И все как бы на этом, кто не любит Путина, все плюются по этому поводу. На самом деле, даже вот урезанном, ограниченном формате мы видим, что не все доходит. То есть, лично до меня дошли на вторые сутки вот эти кадры со звездой, хотя это прям, это событие, это шоу воздушное. Многие все-таки перекручивали информацию и эхо Аляски, и сейчас это продолжают делать. Например, вчера ночью появилось вот это письмо. Это письмо Мелании Трамп к Путину. Значит,
ну, у нас как, люди не любят читать, люди не любят вникать. Ну, Мелания передала письмо. Короче, как подали в украинском сегменте СМИ эту информацию? Что Мелания Трамп просит освободить украденных детей. Да, это письмо о детях, о том, что война влияет на их судьбы, она просит там, ну, как бы повлиять, обезопасить, но не слово, а вот этом, ну, то есть проекте Ермака, типа, вернем детей назад. То есть никто никого, никаких украденных детей там не было, ничего этого не было. Было письмо первой леди, на бланке первой леди, ну, в процессе войны, да, вот позаботиться и подумать там о детях, о их судьбах. То есть абсолютно не так, как нам подавали. Сегодня примерно то же самое произошло и с Рубио, да, но об этом немножко позже, потому что сегодня Рубио и Уитков сделали такой стереоэффект в своих заявлениях по поводу завтрашней встречи. Тоже Рубио сказали все, то есть прекращение огня сначала. Так он этого не говорил. Ну, потому что Рубио высказывается дипломатическим языком. Витиевато, и чтобы его понять, нужно, ну, условно, вместить можно там в одно предложение, а он 5 предложений выдает для того, чтобы все шероховатости обойти. Это дипломатический язык. Ну, у нас его не читают, сказали, о, все, там, Рубио там за прекращение огня. Ну, так и получается на самом деле, что прекращение огня, да, вот ушло с повестки дня на вчерашнем общем коммюнике европейских лидеров коалиции желающих. Сегодня немножко обрело другие краски, но сегодня вроде как они договорились, что опять сначала прекращение огня, а потом все остальное. Ну и как отголосок Аляски в том числе, да, вот такие появились мемы, сконструированные с искусственным интеллектом, с фотошопом. Это Анатолий Федорук. Это мэр Бучи. Мол, смотрите, он взял картинку Бучи, простелил трап, очень много недовольных, очень много критики, очень много с украинского сегмента лилось всякого разного по поводу этой встречи. Но тут можно сказать только одно. Ну, они, понимаете, то есть вот эти все мэры, вот эти все там политологи украинские, там спикеры украинские, они же как, они хотели как бы попасть в этот тренд. Действительно, Аляска – это больно для Киева политически. Это очень болезненный удар, потому что Путина нужно изолировать, Путину нужно ввести новые санкции, россиянам новые санкции, а это ушедший тренд. Новый тренд – это сотрудничество Америки и Соединенных и Российской Федерации. То есть это общие проекты, это общие какие-то вещи, это там смягчение санкций. Я напомню, что действует еще смягчение российских санкций. Это же тоже показательный момент. Кто скажет, да, Шелест, зачем ты это все, ну, мол, на это обращаешь внимание. До 20 августа все действия, там, платежи, какие-то моменты, транспортные, еще какие-то, которые были введены против России Америкой, отменены, если они касаются, эти действия, визита, ну, организации, потому что там нужно привезти что-то, увезти, подготовка и так далее, до 20 числа. Четко Бессент подписал, говорит, все, мы снимаем санкции до 20 числа на все действия, которые касаются вот этого визита. То есть дипломатических групп. Это потепление, это сближение. И вполне вероятно, что не договорились, ну, скажем так, то есть тет-а-тет встречи не было, ну, только в лимузине. Потому что если бы была тайная какая-то договоренность, о чем сейчас очень любят судачить разные телеграм-каналы, то тогда, ну, что-то бы вытекло, однозначно. Потому что там присутствовали тоже помощники со стороны Трампа и со стороны Путина, там Лавров был, Ушаков. Сегодня, как гром среди ясного неба, вот такой твит Трампа. Трамп отмечает, что у него большой прогресс с Россией. Оставайтесь как бы на связи, следите за новостями. Президент DJT, ну, Дональд Трамп. Это, конечно, всех переполошило. Но больше переполошил другой твит. Еще более амбициозный, еще более тяжелый для восприятия. Это сегодняшний твит о том, что он перепост в сети там, True Social, трамповской сети, одной дамы, которая высказывает мнение, что нужно соглашаться на уступки территориями, иначе потеряют больше.
украинцы. То есть нужно соглашаться, иначе больше потеряешь. Этот нарратив, он как обухом по голове бьет. Его высказывают разные люди, против которых сейчас ввели санкции, да, против которых там заклеймили агентами чьими-то непонятными. Его высказывают разные эксперты, спикеры, журналисты, и они считаются врагами. Ну так, эта логика работает из 22 года. То есть в 22 году было сказано, то есть следующее предложение будет хуже. Так вот оно. Сейчас это же повторяют сами американцы. Следующее предложение будет хуже. Следующие условия будут хуже. Витков сегодня выдал неимоверное. Вообще говорит, все, там есть договоренность. Значит, крутится эта вся договоренность с позиции Виткова из интересного сегодня, да, это вот все же как нужны гарантии безопасности для Украины. Нечто подобное есть. Витков на этом делает акцент. Типа 5-я статья, но без НАТО. 5-я статья, это когда все бросятся воевать в случае там, повторного нападения, что-то такое подобное выпишут в каком-то новом Будапештском меморандуме. Плюс законодательно закрепят россияне, они согласны, сказал Витков, закрепить законодательно не нападение больше на Украину и на Европу в процессе этих договоренностей. Сенсационная история, но особенно, конечно, порадовало выражение Виткова о том, что Россия пошла на уступки. Какие? Не захватывать всю Украину. Ну, вот такие уступки. Вообще, конечно, Витков, наверное, на Аляске сыграл ключевую роль. Это уже возвращаются. Сегодня опубликовал Белый дом фотографию, как они с Зеленским говорили. Ну, как они говорили с Зеленским. Значит, не буду много времени забирать, но давайте прогуляемся, да, по этому фотографию. То есть, по этой фотографии. То есть, мы видим, да, в каком настроении находится Трамп. То есть, вот он, Трамп, смотрит, то есть, видеосвязь, я так понимаю, там, сосредоточен, недоволен. Очень много сейчас публикаций, там, Axios, Reuters, есть список условий Кремля, который опубликовал Reuters, там, ко всему прочему, и Донбассу, и полностью Донецкой области, там, и русский язык, и гонения на церковь вписаны. И многие там, и Reuters, Axios, и еще другие издания, они пишут разные. Wall Street Journal вообще хайпует. Короче, все хайпуют, все средства массовой информации, которые традиционно на слуху, и мы привыкли там на них ссылаться, они все поднимают хайп. То есть, одни пишут, что Трамп очень был раздражен, он же летел в самолете назад и созванивался с Зеленским, потом с лидерами, вот этими же, теми, которые завтра к нему приедут. Вот он это делал в таком настроении. Непосредственно. Значит, отдельно я бы хотел показать на этой фотографии, чтобы было видно, да, потому что это тоже очень важно. Вообще какой-то позитивный мужик Витков. Он так смотрел на Зеленского по видеосвязи. Это фото с борта самолета, когда с ним сразу после Аляски с Зеленским созвонились. Ну и как-то Рубио в несвойственной ему манере выглядит на этом фото. Ну, он, понятное дело, да, они летят домой. Вот таким вот образом. То есть, судя по всему, мы понимаем, кто есть кто. И сегодня же, как раз, я это отмечаю, Витков и Рубио вышли и начали делать ветер. Делать информационный ветер. Крутится все вокруг территорий, уступок и, ну, давайте признаемся честно, смертельных уступок Зеленский не может уступать территории, потому что для него это политическая смерть, его не поймут. Хотя, ну как не поймут? Стерненко, например, опубликовал сегодня пост о том, что неважно что, неважно как, но это же наш президент, мы должны его поддерживать, что бы там ни было, давайте ему там посылать лучи добра и поддержки. Поэтому, может, и поддержит. Ну, Стерненко же как, он агент СБУ, понятно, он там защищает их и так далее. Вообще, вот эта какофония, она, конечно, просто поражает. Вот народный депутат Дмитрий Черный публикует свою глубокую мысль. Кто бы его знал, этого Черного? То есть, видите, да, величины. Рубио, там, Витков, самолеты, Аляска, исторические события. Нардеп Черный вылазит. Отвечаем Виткову.
Если Россия добровольно отдаст Украине Курскую, Белгородскую, Московскую, Тверскую и Саратовскую области, мы пропишем в своей Конституции обещание не нападать на Россию и Китай. А? Как вам ответ? По-моему, потужно. Потужнее просто некуда. Потужнее некуда. Ну и, конечно, вот, пожалуйста, Bloomberg публикует Рубио, которого разбирают на цитаты. Хотя некорректно разбирают с украинской стороны, но тем не менее. Вот пример. Это не наша война. Соединенные Штаты не участвуют в войне. Украина участвует в войне. Мы оказались единственной страной в мире, с единственным лидером в мире, который действительно может усадить Путина за стол переговоров, чтобы хотя бы обсудить эти вопросы. Ключевое слово «хотя бы». Чтобы хотя бы обсудить. Никто, ни с кем он не садился за стол переговоров. И вот эти все танцы вокруг того, что Трамп хочет на следующей неделе встретиться Трамп, Зеленский, Путин. Вот тут у меня большие сомнения, что эта встреча состоится, если только это не будет встреча с подписями. Конкретными подписями. Помните, Трамп говорил, Зеленский должен кое-что подписать. И вот если он это подпишет, тогда эта встреча в этом случае, она возможна. Понятно, что единственный способ достичь соглашения, это чтобы каждая сторона что-то получила, что-то отдала. Это очень сложно. Если бы это было легко, то это бы не продолжалось 3,5 года. Поэтому завтра приезжает Зеленский, говорит Рубио. Ну и вот эта нашумевшая история, верифицированная цитата Рубио. Российская сторона требует то, что украинцы и другие не готовы отдать, и мы не собираемся заставлять их отдавать. Кроме того, требования Киева отвергаются Москвой. США не будут принимать или отклонять требования России. Это должна сделать Украина. США считают, что России и Украине будет необходимо обсудить обмен территориями. Это дипломатический язык. Это то, от чего у нас отвыкли. Это то, что надо разбирать с пинцетом и там морфологически, семантически. То есть США себя выводит из игры как бы над схваткой, парит. К этому можно относиться по-разному. Давайте так. США Дональда Трампа так хочет. Дональда Трампа и Рубио. Ну, а тут, конечно, эту цитату все расхватали, сказали, что все, Америка с нами, а Витков вообще не пойми кто, и, собственно, и звать его никак. Но Зеленский сегодня в Брюсселе. И это показательно, как это вот даже выглядело. Значит, перед тем, как поехать в Вашингтон завтра с солидной группой поддержки, Зеленский встречается с Урсулой фон дер Ляйен. С Урсулой фон дер Ляйен. Вот так эта встреча выглядит на официальном телеграм-канале Зеленского. Это сейчас очень важно, сравните. Смотрите, какие теплые поцелуи. Смотрите, как она заглядывает ему в глаза. Тут говорит, ну типа как ты? Да я окей, да все хорошо. Вот, смотри, почапали, идут. Смотрите, топ. Вот один кадр общий, один кадр такой. Все. Зеленский и Урсула фон дер Ляйен встретились. Ну, спросите вы, и что? Нормальная протокольная встреча. Ну, как они? Тут приехал, спустился с самолета, следующим машина подъехала, все хорошо. Мило общаются. Деланное настроение позитива. Даже у Зеленского на брифинге, пресс-конференции спросили, а как ты, Зеленский? Он говорит, я настроен конструктивно, все хорошо. Ну, то есть, показывает и демонстрирует всем видом своим, то есть, включается актеришка, и он давай, типа, все хорошо, прекрасная маркиза. Почему я показываю и сейчас обращаю ваше внимание? Это кадры как бы выверенные. Это то, что пресс-служба Зеленского сняла, нарезала и выдала в массы. Ну, как бы никаких вопросов нет. Нормальные кадры, нормально встретились. А вот что снято непосредственно оттуда. А что это такое? А в чем дело? Подождите. Что происходит? Особенно, знаете, вот если так вот посмотреть, как бы вот этот нижний план. Что это? Что это за плюс 8 сантиметров радости?
Ни на одной фотографии Урсула и Зеленский, они как бы, они примерно ну, так, одного роста. Ну, понятно, дама в брюках, у нее там возможность каблучок, ну, примерно вот так оно как бы на одного. А тут прям Зеленский монстр. Смотрите как. Все. Пожали ручки и топ, 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 топ. И как-то, ну, как-то противно стало что-то. Ведь попали кадры, когда Трамп общается с Путиным, и вот там тоже вот эти ботинки, да, там эти путиноходы их называют, и все так смеются, а тут получается не смешно. Во-первых, это кроссовки, типа тактическая обувь. Во-вторых, там посчитали 8 сантиметров плюса платформа. Зачем? Ну, то есть, зачем? Все прекрасно понимают, что там не гигант. Все прекрасно понимают, что... Ну, а к чему такой образ? Ну, наверное, для того, чтобы казаться увереннее. Ну, типа, ты выше, ты как бы увереннее. То есть, даже в таких мелочах проигрывается вот этот комплекс пораженчества. Ну, то есть, ну, вот он не хочет проиграть. Ну, с Урсулой, да, вот это мерится. Не, надо так повыше. А у нас девочка на каблучке, там, это и все. Ну, это так, по форме. А теперь по сути. Сакраментальная фраза Урсулы. Она, конечно, гинеколог, она, конечно, своеобразний чоловік, но сказала все чітко. В цьому вимірі ми будемо обговорювати ці всі теми та інші теми під час нашої зустрічі в Білому домі. Завтра це час, коли Україна повинна вирішує свою долю, але вона може розраховувати на Європу. Дуже Решается судьба Украины. Время, когда решается судьба Украины. Когда, спросите? Завтра. Завтра все решится. Завтра Трамп расскажет, как заканчивать войну. Он встретился с Путиным. Он сегодня объявил о том, что с Россией есть феноменальный прогресс. Я так понимаю, что там не то, что там Россия не будет захватывать всю Украину, например. Вполне себе там, может, по линии соприкосновения, может, в этом прогресс. Или уход из Донецкой области, а там дальше заморозка. Об этом Витков, кстати, говорил. Может, в этом прогресс. Может, без каких-то претензий на какие-то территории, откуда-то вывод, то есть обмен территориями. Ну, Зеленский это все отмел и выдал вообще какую-то лютую дичь, если честно. Ну, понятно, он говорит, Конституция не позволяет, это нельзя, то не так. Он говорит, лучшее место для переговоров – это линия соприкосновения боевого. Это абсолютно какая-то новая формулировка, абсолютно новая фраза, абсолютно новая угарная идея. То есть Трамп, Путин и Зеленский, или там, например, Даша без этого высокого уровня, делегации, например, российско-украинские, с какими-то там наблюдателями от Европы и Америки, должны в Покровск приехать и там сидеться и договариваться? Ну, это как бы что, звучит в новинку. Но я так понимаю, что на Банковой сейчас очень большой дефицит идей. Очень большой. Они, и Зеленский это сегодня подтвердил вместе с Урсулой, стоят на том, чтобы сначала прекращение огня, а потом все остальное. Трамп после Аляски сказал, давайте решать вопрос мирным путем, давайте заканчивать, раз, и все, и закончили. Мирно подписали, и все. Никаких вот этих прекращений огня, а потом дипломатия. Потому что прекращение огня, потом дипломатия – это Минск-3. Ну, то есть, первый Минск, ну, там, понятно, там другая ситуация. Второй Минск, который тянулся вот этими годами, это уже не устраивает. Нужно конкретное решение. Об этом говорил Витков в интервью, об этом говорил Трамп. Ну, как бы писала пресса, на него ссылаясь, что все, он принял эту сторону Путина. У Путина просто звучит она как устранение первопричин. Вот таким вот образом. Ну, по сути, это одно и то же. Но Зеленский сегодня говорит, нет, пляшем от линии фронта и чуть ли давайте переговоры на линии фронта проводить. Но это интересная идея. Ну и Урсула, конечно, сегодня изрядно потрепала мои
конкретно нервы вот этой фразой. На Збройні Сили України. І Україна також повинна стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник. Ми вітаємо готовність президента Трампа докластися до гарантій безпеки для України, які будуть схожими на статтю 5 НАТО. І коаліція охочих та Європа готові зробити свій внесок. Ми знаємо, що робота захищати Європу – це насамперед наша відповідальність, і ми... Вот, работа защищать Европу – это их ответственность. И поэтому они вот это хотят, вот, так сказать, на этой козе и заехать к Трампу. Вот на этой козе. И вот отсюда вот эта мантра о том, что Украина – стальной дикобраз. Важко працювали, щоб збільшити оборонні спроможності Європи. Через механізм СЕЙФ ми впевнюємося, що оборонні потреби держав-членів та України можуть бути задоволеними і щоб оборонка України була посилена. Ну, эти, конечно, переводчики – это отдельный вид искусства, оборонка, да? То есть ты переводишь как бы таких людей. На самом деле, давайте так, идет украинский перевод. Украинский перевод идет. То есть от этой встречи в том числе, да, ну, это там же все надежды Киева сейчас только на Европу. И вот этот вот проект SAFE, это вот эти деньги от Евросоюза на дроны и там другое вооружение, ну, как бы на ВПК. Он говорит, оборонка. Нормально перевел. Как смог, так и перевел. Чего тут? То есть Урсула нас, украинцев, всех уже в иголочки этого стального дикобраза записала. Это ее, ну, не первый такой выпад, она давно так называет Украину, стальной дикобраз. Но вы же вслушайтесь в формулировку. Стальной дикобраз, которого как бы проглотишь, и ты его типа не переваришь. То есть в этой формулировке глубже подтексты и смыслы. Если раньше там стальной дикобраз, это типа вот все, мы там оборона и все как-то... Но сегодня, например, вот если вслушаться в это, вот сегодня, после Аляски уже, после вот этих всех, скажем так, боев, после вот этой войны изнурительной, ужасов, которые там переживают люди, да и страна в упадке, экономика, не знаю, там все, там отрасли, жизнь, просто жизнь. Стальной дикобраз, которого как бы тут съешь, а иголки будут с середины колодца. Готовы вот эти морды европейские, они готовы засунуть вот этот ежик, этот ёршик стальной, как бы в Россию, и чтобы оно там кололось. Это функция людей, страны, государства, по мнению Урсулы фон дер Ляйен. Мы должны как бы вот туда и там вот изнутри, чтобы это все. То есть вы понимаете, какая тут скрыта вот философия? Исходя из этого, то есть что по этому поводу хотел сказать? Что завтра сольют. Завтра сольют. Зеленского, Украину. Там сейчас долго выясняют, капитуляция это будет, не капитуляция. Все равно. Капитуляция или не капитуляция. Задача, чтобы Россию разорвало от этих иголок стального дикобраза. Вроде гинеколог, да? А какие все-таки речи, какие метафоры, какие образы глаголит Урсула. Вообще людоедские и ужасные. То есть она не говорит об Украине, она не говорит об украинцах. Она говорит о стальном дикобразе, об которого надо там российского условно медведя поранить. Да? Вот таким образом. Но вернемся к настроению. А настроение деланное. И делано хорошее. На этой встрече, на этом брифинге, смотрите, как у них все было хорошо. Они улыбались друг дружке. Все такие, ну, понятно, Зеленский немножко свысока, он же на каблучке, ну, на платформе. Он на платформе, она на каблучке. И вот это вот все, и так все хорошо, у них они идут совещания. А там же как по протоколу? Сначала вот этот брифинг, встреча, а потом коалиция желающих включалась по связи, как бы видеосвязи с лидерами разными.
Показываю специально крупно. Вот в таком настроении они были. Мерц мерцает, видите? Мелани отрешенная. Японец вообще не понимает, что к чему. Ну и Макрону. Макрону плохо. Какой-то он уж больно понурый. На Урсуле нет лица. Зеленский будет ломать ручку, как когда-то Янукович ломал карандаш, наверное. Крутит, крутит, вертит. В общем, настроение аховское. Но это же после вот этих публичных встреч. Это конкретное обсуждение с лидерами того, что будет завтра. Примечательно, что это настроение, оно где-то находит свой отклик также и у того же Макрона, который вышел и разразился там умопомрачительными комментариями после. Говорит, только Украина может решать свои земли, никаких там уступок в этом отношении. Россия не предлагает мир, она предлагает капитуляцию, мы там будем поддерживать. Ну, в общем, вот що говорить Макрон. Сьогодні потрібно бути реалістами. Чи думаю я, що президент Путін хоче миру? Відповідь – ні. Якщо ви хочете знати моє особисте переконання... Значит, тут эти тоже обороты, их словеса, понимаете? Если вы хотите мое личное убеждение знать, хочет Путин мира? Нет. Хотим знать твое личное убеждение. Ты скажи только, Макрон, там супруга рядом или нет? Чтоб, если что, как-то так урезонить тебя с левой. Ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так. Я не думаю, що президент Путін хоче миру. Я думаю, що він хоче капітуляції України. Це те, що він запропонував. Вот так вот. Значит, из вот этих слов, которые я показал Макрону, все понятно. Трамп хороший, Путин плохой. Все. С этим посылом они туда едут, всей братьей собираются и мчат Зеленского типа поддерживать. Трамп принимает Зеленского тет-а-тет, рассказывает, что будет и что ему нужно подписать, что сделать. Потом с этими всеми аглоедами будут решать эти вопросы. То есть вот такой формат завтрашней встречи. И они его будут укатывать, что Путин тебя обманывает, Путин хочет продолжения войны, а ты хочешь мира, Нобелевку тебе, а Путину Гаагу. То есть абсолютно все на старых рельсах. Хотя время уже поменялось. Аляска, дала вот этот отскок в другую сторону. А они не могут встроиться. Там Мерц, Макрон, вот эти все европейские лидеры. Я, если честно, порадовался сегодня, думал, за Стармера. Почему? Потому что там, они же там в середине дня где-то сегодня выпустили, что они все мчат с Зеленским дружненько поддерживать его все вместе. Хотя тоже вчера ночью одна из журналисток американских, которая там в пуле в этом, да, встреч международных Госдепа, она написала, что никого не приглашали из европейских лидеров. Вдумайтесь, никто не приглашен. Есть просто, знаете, как вот в ресторан или там на мероприятие какое-то там приглашают человека и говорят, ага, тебе +1. Типа, там, с женой придешь, или там с девушкой, или еще, или с кем-то, со второй половинкой, или с каким-то другом. А тебе +2, например, да? И вот как бы эта журналистка из пула Госдепа, она говорит, Зеленскому так и сказали, то есть, если кто-то приедет с тобой из лидеров, окей. То есть, возьмешь с собой кого надо. Но поехали все. А Зеленскому, как, все едут, смотрите, как это будет подаваться завтра. Поехали все. Все вот на этом обеде, все сядут, пол Европы сядет с Зеленским и Трампом и будут думать, что делать завтра. Но конкретно лидеров Трамп, никто никого не приглашал. Это означает, что Зеленского вызвали в Вашингтон, вызвали рассказать, как закончится война и что ему делать дальше. А он нагреб с собой вот этих +1, +1, +1, и те все как бы помчались за ним, потому что на кону деньги, денежки.
от того, что Зеленский понаобещал в столетних договорах, вот этих договорах о гарантиях, там 20 с чем-то их, и всем остальном. Зеленский пообещал, ну что, вы нас спасете, поддержите, а вот вам порт, а вот вам еще чего-то, а вот вам тут, там, не знаю, транзит какой-то там, да, к Черному морю, к Одессе, а тут еще что-то еще, а тут вот это. То есть, и вот они все сейчас едут на эту сходку, на эту стрелку, как бы с паханом Трампом решать этот вопрос. Мол, а как, подождите, а тут наша доля, а тут мы, а тут здесь, а мы же столько вложили, а мы столько вложили. Понятно, что Трамп всех отошьет. Это будет шоу на уровне завтра. Просто неимоверное. Просто неимоверное шоу. Мы посмотрим, вот как это, мы посмотрим этот сходняк из фильма «Бандитский Петербург», серьезно. Ну, то есть, это будет нечто. Будет очень интересно. Есть разные украинские политологи, которые тоже комментируют происходящее. Абсолютно разные. Но нашелся такой, который вот Мосейчук вывалил вот такое видение. Оленченко. Ох, Оленченко. Сразу видно, смотрит канал Шелеста на Ютубе. Зеленському в понеділок буде запропоновано підписати широку, всеосяжну, мирну угоду, іти і оголошувати вибори в Україні, бо мир. Ось що йому буде, за це йому буде. Значит, Зеленскому предложат всеобъемлющий мирный договор подписать и идти на выборы. Почему? Потому что мир. Запропоновано повні гарантії безпеки його особистої, членів його сім'ї, його капіталів і можливість стати режисером в Голлівуді чи політиком, не знаю, що там ще йому. Значит, все нормально, тебя никто не тронет. Будешь в Голливуде фильмы снимать, мемуары писать, выступать, что хочешь делай. Тебя, твою семью никто не тронет. Подписывай и выборы объявляй. Його будуть пробувати купити, пояснюючи йому, що ніякого іншого виходу у нього не З залишилося. вимогою не брати участі в виборах? Ну, а на що йому брати участь у виборах? Він їх програє. Ні. Четко и ясно. Ну, Мосейчук, как это? Это будет требование, что он должен не пойти на выборы? Зачем ему идти на выборы? Он их проиграет. Ну, Оленченко прав. Какие следующие выборы? После всего того, что было, кто-то его выберет, он их проиграет, выборы. Кому? Любому. Поэтому бери. Помните вот это «Поле чудес» с Якубовичем? Вот этот Дональд Трамп, это будет Якубович. И там был такой конкурс «Две шкатулки». Помните? Вот эта девушка выносит, так раз, две шкатулки. Тут деньги, там пусто. И ты типа выбираешь. Ну, там смысл в другом, там все равно на удачу. А он там подсматривал в шкатулку, делал какие-то намеки. 2 шкатулки. Подписываешь, гарантии тебе, все, валишь. Ну, или следующие условия будут хуже. Ну, вони йому так будуть казати: давай, ти втомився, ти ж давай вже відпочивай, які вибори, яка політика, ти і так заходив на короткий період, а бач, як воно сталося, воно тобі не треба, ти вже все розбив, погоджуйся, дивись, всі за. Все сделал, все, ты молодец, отлично, все нормально. Но не все такие, как Оленченко, конечно. Сегодня как-то прорвало, если честно, всех перед завтрашним визитом в Вашингтон. Действительно завтра решится судьба Украины. И действительно нечто подобное Зеленский тет-а-тет услышит от Трампа. Трамп ему даст вилку, даст ему возможность понять, а что дальше. Пробило всех, конечно, на эти все публикации. Особенно порадовал Лещенко. Лещенко — это первый, который там, ну, вчера после Аляски выдал в марафоне, говорит: мы отвергаем, типа, условия, что, ну, в общем, сегодня это тоже Зеленский подтвердил. Короче, Украина за то, что мы отвергаем условия Трампа, Украина за то, что вначале должно быть прекращение огня. Хоть Трамп уже говорит: не надо прекращение огня, давайте сразу мир подписывать. А Украина за то, чтобы было прекращение огня. И вот его как так выпустили вчера, так вытолкнули, и он там это сказал.
Ну и как бы и все. Потому что никто более, ну, никто не сможет это произнести вслух, что мы отвергаем предложение Трампа о том, что мы вот за прекращение огня, сначала вот это оно. Лещенко не жалко просто, советника офиса президента, почетного железнодорожника с 300 с чем-то тысяч гривен зарплатой ежемесячно за то, что он там зачем-то наблюдает за какой-то коррупцией. Сегодня он выдает вот это. А готовы вы выйти на протест под театр Франко против требования передать России неоккупированной территории Донецкой области? Это точно усилит украинскую переговорную позицию в Вашингтоне. Ставьте плюсик в комментариях. Вот так делается политика. Плюсик в комментариях ставьте. Понимаете? Митинг. Зовет он на митинг всех. Безуглая тоже получила такое же ЦУ. Она пишет вот такое. Предлагаю обществу гражданскому выйти с картоном под посольство США в Киеве и по всему миру. Короче, всем очень понравилась идея с картонками, и вот они решили их оседлать. То есть, протест Банкова решила собрать Майдан. Мы не отдадим Донецкую область. Правда, там не задача, Лещенко как бы его опубликовал, этот пост, потом удалил. Ну, видимо, позвонили, сказали, не пали так контору, какие митинги под посольством США. Кто тебе сказал, что это укрепит переговорную позицию? Это усугубит положение дел у Зеленского, у которого встреча тет-а-тет, а потом стой, отдувайся, как на этом товарищеском суде из советских фильмов, перед всеми там Урсулами и вот этими делегацией, которая поедет его как бы поддерживать, а там же может и не поддерживать, а может и сливать. Поэтому никаких митингов не надо. Но все запомнили. Это очень больно, эти картонки, их очень больно задели и укусили. Бери картонку, выходи. Я не отдам Донецкую область, я не отдам Краматорск и Славянск. Что, не выходите? Нет, не надо. Ну, сыграть такого Мустафу Наема захотелось Лещенко, но, видимо, потом переиграли, он быстренько снес этот пост. Ну и Безуглая туда же, конечно. Ее там и плевали на нее, и скандировали все. Это очень больно. И они хотят этот ресурс. Это синхронная вот это, скажем так, синхронное вот это поползновение Лещенко и Безугла, это не потому, что там у них один центр, хотя это, наверное, тоже там Ермак, ясное дело. Дело не в этом. Дело в том, что они очень хотят иметь этот ресурс. Взять и вывести много людей, креативных, молодых, вот этих всех, с протестами. Но не выйдут. Не выйдут за Донецкую область по всем городам Украины. Ну, может, в мире кто-то выйдет, типа, были же протесты на Аляске, да, то есть нормально подключились, разогнали, показали картинку, флагами обцепили все, Аляска, Путин пошел вон, вот эти все. Но тут другая ситуация. Ну, посмотрим, какие будут завтра протесты и будут ли они вообще в принципе, но на самом деле это только усугубит положение Зеленского там, потому что Зеленскому, пиши пропало, Зеленского сливают. И он цепляется за эту Урсулу, за тетечку, и за этого Стармера, за Макрончика, который его целовал. Он хочет как-то выпетлять. Интересно, выпетляет или нет? Вот самый главный вопрос. Достали даже людей, с которых все начиналось. Я имею в виду это движение на Запад, вербализированное политическое. Ющенко виповз. У нас, як колись говорила Голда Меїр, яка народилась в Україні, у нас занадто мало простору для компромиссу. Я нормально, к исторической личности Голды Меир, я нормально отношусь, там это все понятно. Но, понимаете, сразу веет нафталином. То есть они вот эту какую-то херню, которую сказала Голда Меир, они вот это берут и вот это Голда Меир. В суть это не важно. Это типа, скажи, процитируй Голду Меир, за умного сойдешь, называется. Веет нафталином от такой публичной риторики, от всего прочего. Ладно, бог с ним. Там, у меня своеобразное отношение к родившейся в Киеве Голда Меир, пускай, бог с ним. Для того, чтобы вес был, вес. Ему же веса мало, он же, смотрите, у себя же, наверное, на даче президентской, рушники, там, я помню, там прогуливались, когда он
только ушел с президентского поста, вот это вот там пчелки, вот это все. Ну, то есть вот он сидит и говорит, у нас очень мало пространства для компромиса у українців. Вони нас хочуть убити, а ми хочемо жити. Вот так вот. Они хотят нас убить, а мы хотим жить. Глубоко. Тільки різновид ще той, вбивство на Україні не зупиняється. Да ладно. Не останавливается? Это он о ком? Не, ну понятно, о жертвах, там, когда ракеты, дроны. А может, о ТЦКшниках, которые мордуют людей? Или про эту Тису, может, вспомнит, да? Там той Тисы. Непонятно, что горная река быстрая, ну так, чтобы тонуть, а потом вылавливать их. Что происходит? Или о ком он? О чем он? Или об учебках, где люди пропадают? Не, он, конечно, о том, что жить хотим в Україні. Я б радив нікому в Європі, тим більше у Східній Європі, запитувати, хто слідуючий. Вот так вот. Не спрашивайте, кто следующий. Ви, незалежно від того, чи ви литовці, чи ви болгари, чи інші європейські нації. Слідуючою жертвою є ви. Вот так вот. Вот она, политика. Вот оно. Следующее – это вы. Нет, смотрите, я даже не против такого нарратива, который пытается на фоне рушников транслировать президент Ющенко, который пришел к власти в результате незаконного, ну такого компромиссного третьего тура, когда он проиграл Януковичу. Но демократия ж превыше всего, поэтому третий тур врубили после первой революции помаранчевой. Ладно, следующие вы там в Восточной Европе. То есть пока Трамп, не знаю, там, влюбленными глазами смотрит на Путина, пока у них хорошие встречи, пока у них там контакты, пока все меняется, пока Орбан, тот, который следующий, выходит и говорит, елки-палки, Путин и Трамп на Аляске встретились, мир стал безопаснее. Ну, явно он говорит о том, что они встретились, наконец-то, это впервые, никогда такого не было, чтобы там какой-нибудь там генсек, президент России садился в Кадиллак к Трампу и ехал, там, к президенту Америки и ехал, да, с ним вместе. Никогда такого не было. Хотя все очень достойно, и хорошо, и красиво, и дружелюбно. И все отметили, что встреча классная, хорошая. И это приближает весь мир к большей безопасности, потому что конфронтация ядерных государств Америки и России угрожает всему миру в разных точках. И прежде всего угрожает тому, что кто-то там чьи-то нервы не выдержат, и он там пульнет ракетой какой-нибудь, и пойдет как принцип домино, и все начнут... То есть мир в труху. А он говорит, вы следующие. Вы, болгары, там, балтийские страны, та же Польша, вот Восточная Европа. Это вот просто фантастический нарратив. Я вот думаю, а кого он мне напоминает? Ну, нарратив. Ющенко, понятно, там мало кого напоминает. А вот это вот политика, ну вот эта политическая школа политической риторики. Начало, я думаю, что-то где-то знакомо. Начало ей дает, знаете, кто? Ну, то есть, если мы видим Ющенко, да, уже там, это типа квинтэссенция мастерства украинской политической риторики, то вот где-то там ПТУ политической риторики, да, то есть ниже там по образованности, это Карась. Росія втягнулася в війну в Україну, вона вже нічого не спроможна вистояти проти Азербайджану, вже навіть Азербайджан злиться на Росію. А це значить, якщо Росія би затіяла війну з Азербайджаном, туди би приключився і Казахстан, бо Казахстан, Азербайджан і Турція – це разом великий Туран. Значит, Россия сломала зубы об Украину. Если бы Россия затеяла, Азербайджан смотрит, если бы Россия затеяла войну с Азербайджаном, там бы за них вписался Казахстан и Турция, и Великий Туран. Вот это мысли, слушайте, у человека. Вот это я понимаю.
масштабно смотрит на вопрос. Так подождите, так а кто следующий? Кто следующий? Ну, если Россия все, она теперь не в состоянии воевать больше ни с кем. Ну, это Ющенко. Это вот вы Карася послушайте. Значит, Россия истощилась в Украине, и она не может нападать на Азербайджан, потому что сразу за него все впишутся. А Турція воює добре, і ви думаєте, що Турція хоче напасти на нас за Крим? Наша нападе на той Крим? Ми його і так уже розбомбили весь повністю, води там. Зачем этот Крым? Напасть из-за Крыма? Нет, зачем? Мы его разбомбили полностью, воды там нет. Турция нападет за Азербайджан. За Крым не будет нападать. Вот это познание геополитики. Немає, я вас вітаю, тому що у вас вода є. Ви ниєте, все плохо, у вас вода є. В Маріуполі води нема. Бердянський район, вода виключно, світла нема. Все погано. Ви можете подивитися. Ні, не дивіться їхні канали, там все одно все так погано, що навіть вам не треба цього дивитися. Короче, все плохо. Вы можете даже... А лучше не смотрите их каналы. Но все плохо. Так а против кого? А как капитулирует вообще Украина? Ну так послушаешь Карася и не понимаешь, а как Украина вообще капитулирует? У них же так все плохо. Воду не могут провести. Ничего там, все разбомбила уже Украина у них. Все, там даже воевать не за что. Ну, короче, как так все... А почему Зеленский едет в Вашингтон капитуляцию подписывать? Вот это Карась. Потужная аналитика. Потужный геостратег Карась. Все плохо. Нет сил у России, там Азербайджан, все, там сразу все, а в Украине же все оставили, в Украине. Тут же ж потери просто несоразмерные российских солдат. Ну, ладно, если там брать еще, говорить, продолжать о политической риторике и политическом анализе, и как бы смысловом, есть вот там, ну, там высшая школа, есть вот, как у Карась, ПТУ геополитики. А есть, ну, не знаю, наверное, церковно-приходская школа или, наверное, вечернее отделение подобной альтернативной школы. Это Корчинский. Он на днях выдал феноменальную историю. Говорит, значит, я жду, когда ТЦКшники будут открывать огонь в ответ. Ну, то есть на поражение. Ну, против ТЦКшников же применяют, там, отбиваясь от них, применяют разные средства. Кто-то там с ножом, кто-то там еще там, кто-то с баллончиком тоже, кто-то, может, с пистолетом, кто с травматом, кто с боевым. А вот ТЦКшники должны иметь право стрелять в ответ. И, мол, вот тогда я посмотрю, сразу всем будет урок. Как кого-то пристрелят, кто сопротивлялся ТЦКшникам из пистолета или из автомата. Вот тогда да. А также боятся открывать. Но это не единственная его глубокая мысль последнего времени. Другая о феодализме. Гадаю, тепер, коли ви вдосталь надивилися на Трампа, ви розумієте, чому саме феодалізм був найкращою добою людства. Значит, мы насмотрелись на Трампа, и к нам пришло озарение. Ну, к нам, к тем людям, к кому обращается вот этот усач. Говорит, вы на Трампа насмотрелись и поняли, что феодализм – это лучшее время человечества. Країнами мають керувати аристократи, а не капіталісти чи клерки. Поняли? Не капиталисты, не клерки, а аристократы должны руководить страной. Типовий капіталіст Трамп ніколи не зрозуміє подвиг українських лицарів. Він завжди зневажатиме героїзм, не тільки український, будь-який, в тому числі американський. Згадайте, як зневажливо він висловлювався про американських солдатів, які загинули при форсуванні Ла-Маншу в 1944 році. Йому та іншим цим всім баришкам і їхнім клеркам ніколи не зрозуміти сили людського подвигу і висоти людського духу. Вы поняли? Героев для Трампа нет. Он никогда не поймет героизма украинского. Никогда не поймет. Ему это не дано. Он из своих тоже не поймет героев. То есть, когда ты выходишь и говоришь, что это не моя война, это война Байдена, когда ты выходишь и говоришь о том, что слишком много людей гибнет с обеих сторон, это плохо, но нужно останавливать войну, потому что гибнут люди, ты не понимаешь,
всего могущества украинского героизма или там героизма солдата. Кто ты такой вообще? Кто ты такой? Какой-то барыга. І біди нинішнього світу від того, що капіталістів і комуністів давно не шмагали на стайнях. Можливо, ми коли-небудь почнемо Капиталистов и коммунистов давно не секли на конюшнях. Капиталистов и коммунистов надо сечь на конюшнях. А кого? Феодалы нормальные люди. робити це в Україні, а згодом розпоширимо цю практику на весь світ. Ми з вами казали, що старі сенси не вмирають, коли народжуються нові. Сенси просто накопичуються, старі нікуди не уходять, вони працюють, як і працювали. Якщо в Першій і Другій світових війнах Сполучені Штати виступали за ті альянси, де була Московія, то швидше всього і в Третій світовій війні, яка зараз починається, вони будуть виступати на боці Московії. І ми бачимо, що Трамп на боці Московії. Не можна сказати, що Да, Трамп на стороне Московии, ну то есть на стороне Российской Федерации, да, да. Америка, да, они на стороне Российской Федерации. Именно. Так получается. Так, наверное, им там между собой выгоднее. А у нас откат к феодализму. Я просто хотел бы напомнить всем, что феодализма у нас не было. Ну вот в том классическом периоде историческом. Да, было там крепостное право, но это не феодализм. Феодализм это, скажем так, ну это тоже как бы западная европейская история. У нас не было феодализма. Некоторые называют феодализмом крепостное право, но это там были существенные отличия. Кстати, в лучшую сторону. Феодалы нам нужны. Феодалы. Их вот эти все рабы, вот это все, давайте. Феоды будем наделять, аристократы должны руководить, а ты, чернь, ползай. Ну, максимум будешь героем. Правда, не порадуется Трамп, какой-нибудь капиталист тебе, но будь героем. Мы в феодализм уходим. Смыслы такие вкладывает философ-поэт Корчинский в это. Ну вот в Луцке сегодня. Чем не феодализм? Ужас! Ужас! Мужик цепляется за входную дверь подъезда своего. Женщина криком кричит. Так это вот он. Феодализм. Романтика. Вот это лучшее. Вот посмотрел на Трампа. Посмотри на Луцкий двор. Тут смотрите, как все хорошо. Вот как надо. А в Днепре тоже распространили сегодня. Уже даже не надо там по форме, не по форме. Не. Можно просто показать кошелечек, где типа должно лежать какое-то удостоверение, и все нормально. Кому еще показать удостоверение? Мне показывай. Мне. Куда подходим? Подходим, показывай. Удостоверение. В развернутом виде, ребят. В развернутом. Я говорю, в развернутом виде. Я говорю, в развернутом виде. Я говорю, удостоверение. В развернутом виде. Мужчина я. Удостоверение ваше в развернутом виде. Я говорю, в развернутом виде. Вот. Я говорю, удостоверение в развернутом виде. То есть, смотрите, ну понятно, что, конечно, хорошего дня. Ну, это тут в Днепре такая ситуация. Короче, они пытались, как говорится, бусифицировать. Удостоверением махали каким-то, которое никто не увидел. Просто там, да, что-то, кто там, менты, ТЦКшники. Ну, женщины говорят, вы должны там воевать, чего вы здесь воюете? Кто это такие? Удостоверение, я говорю, ваше. В развернутом виде, говорю. Я говорю, в развернутом виде, говорю, удостоверение. Серьезно, говорю? Я что-то не поняла. Теперь вас фоткают.
Да борзые такие, слушайте. Кого? Ну и вот их там На провожают, чем они приехали? Не на машине или на чем? провожают Какая за машина? угол, в общем. Да, морды поотжирали и ходят. Вот они, в принципе, идут. Покатились дальше. Чистый феодализм. Нормальная история. А доходит еще до того, что вот такие кадры встречаются. Школьный автобус. Смотрите, школьники. Первоклашка, первоклашка, у тебя сегодня праздник. Вот, смотрите как. Нормально, школьный автобус. Ну а что, лето, зачем школьникам школьный автобус? Ничего страшного. Ну, чтобы не возвращаться уже потом к Урсуле, это, конечно, нонсенс. Зеленский там строчил, ну, из своей речи ему, за него писали вот эти выдержки, да, ну, о том, что нет, там Конституция, не отдадим, ничего. Ну, во время с Урсулой, когда они беседовали, и выдает на гора нечто умопомрачительное. Говорит, скоро учебный год начинается. И я попросил Урсулу, у нас есть программа школьного питания, горячего питания. Страна в войне. Мы попросили Урсулу помочь нам в этой программе. Ну, как бы денег, наверное, выделить. Я думаю, вряд ли продукты там или что-то там, оборудование там, не знаю, для школьных столовых. Но, наверное, денег прежде всего выделить. Чтобы Европа позаботилась о том, чтобы украинские школьники кушали горячее питание, ибо война. Смотрите, геополитика сумасшедшая. Завтра решающий день для Украины. А он просит 3 копейки для вот этого школьного питания. А школьное питание будет в школьном автобусе? Таким же образом будут использовать деньги или, не знаю, там, оборудование или какую-то другую помощь. Эти же тоже школьные автобусы кто-то покупал. Как и обеспечивал школьное питание. Школьников ли будут кормить? Или таких, как на вот этой фотографии? Ну и, конечно, радует, что это все как вирус распространяется. Вот это, ну, такая малоадекватное восприятие происходящего на фоне феодализма и ТЦКшной бусификации. Кстати, достаточно, ну, он сам из Одессы, кстати, воевал, потерял ногу, политолог Николай Мельник, ну, бывал и у меня в эфирах в мирное время. Молодой, достаточно там, ну, грамотный, да, ну, после войны, после ампутации, прошел курс реабилитации, ездил в Америку, вот вернулся в Украину, говорит, буду сейчас там в отрядах ПВО там сбивать, в общем, воевать дальше. Несмотря на то, что он прошел во время вот этого наступления Залужного, помните, вот этого распиаренного контрнаступления. Сейчас он в студии говорит вот что. Від них користь це, якщо Трамп все-таки візьме і поверне чоловіків мобілізаційного віку в Україні. Трамп возьмет и вернет мобилизационных, ну, потенциал мужиков, которые по возрасту под мобилизацию подпадают, в Украину. Тут ми нормально отримуємо знову поповнення піхотних частин. А від них буде сенс? А будет от них толк от этих людей? Ну, потому что люди там убегают, возвращаются или не хотят воевать. В смысле, взять людей и вернуть, ну, например, из Америки, из Европы, и вот вернуть их всех воевать сюда. Вот тогда вот мы повоюем. Умовно кажучи, якщо людина один раз втекла, може вона втече і другий, і третій, і п'ятий раз. Ну, знаєте, коли ти штурмуєш посадку, біжать назад, це теж так собі. Іноді Это юмор, да? Когда ты штурмуешь посадку, бежать назад, ай, вперед надо, навстречу смерти. простіше на ривок піти. То ми виходимо з того, що наш ресурс обмежений.
Дуже сильно. Єдиний спосіб залучити цих людей, я зараз кажу про чоловіків, до оборони України, це просто там насильственний спосіб їх переселити там з США в Україну, там зустріти десь на кордоні і почати формувати там стрілкові батальйони, поповнити механізовані підрозділи. Від того, що він сидить в США і розказує, я доначу, він донатити не стане. Це окрема категорія людей. Поняли? Всех, значит, надо взять. И здесь мы на границе их встретим, сразу распределим. Вот это я понял. Тогда вот повоюем. Вот тогда будет нормально. Убежит, не убежит, да какая разница? Вот тогда будет нормально. Вот тогда повоюем. А что ж навоевали? Тоже интересно всем, да? Вот что навоевали? Нормально навоевали? Интересно. Вот карта Deep State, пожалуйста. Значит, сегодня две перемоги. В чем они заключаются? Вот первое. Вот этот выступ, который тут Климан-Бык, Золотой колодец, ну, вокруг Шахова это все топчется. Вот этот прорыв, который был на 10-13 километров. Даже линейкой можно померить. Интересно просто сколько. Ну да, 15. Пускай будет 15, нечто среднее. Просто говорили 18 еще. Вот, смотрите, отбили, рассекли. Вот здесь, вот смотрите, прям в окружении, что ли, находятся российские войска. Все поправили, это Генштаб заявил. Все хорошо здесь. Правда, тут каким-то странным образом вот здесь началось движение. Вот в районе Полтавки, вот сюда. И как бы и здесь, Народинская. Ну, тут Красный Лиман, который... Не тот, который Красный Лиман. И вот здесь движение. Ну, здесь, конечно, тут же, наверное, Азов ввели, все хорошо стало. В Днепропетровской области какая-то засада. Тоже, да, то есть воскресенье. Вот этот населенный пункт, который Вороное называется, вот он, вот здесь. Вот этот населенный пункт. Российские войска отчитались, что заняли. То есть это так, на секундочку, по карте Deep State от всех, так сказать, других, ну, на нормальном расстоянии. Ну, то есть, и, конечно же, победные реляции, да, вот на Сумском направлении, смотрите, здесь продвинулись на 2-3 километра. Вот здесь Кондратовка, Андреевка. То есть все хорошо на фронте. Просто не хватает личного состава, людей не хватает. А вот эти, которые вернулись бы, вот они пополнили, вот тогда сразу повоевали. Правда, в официальных отчетах Deep State потерян уже официально населенный пункт Зеленый Гай. Вот здесь он по направлению к Боровой. То есть продолжается Купянская операция непосредственно. Лозовая точно так же продвижение сюда. То есть здесь в Харьковской области начинает... Ну, то есть в одном месте да, в другом месте начинают сыпаться. Ну и здесь, да, вот в районе вот этого выступа, который как бы срезали, вот здесь тоже идет движение. Нормально воюется, почему нет? И косвенным образом подтверждается характер этой войны в репортажах, которые, ну, я не видел давно. Подобным образом они мало фигурируют. Это волонтеры, которые помогают эвакуированным. Павлоград. Люди не справляються з евакуацією. Сьогодні 16 серпня 2025 року. Ми зараз знаходимося в місті Павлоград на транситному центрі для евакуйованих людей з Донецької області, з прифронтових громад та з прифронтових громад Дніпропетровської області, які межують з Донеччиною. Через загострення на Добропільському відтинку на транзитному центрі дуже багато евакуйованих за день приходить, тут просто колапс відбувається. Очень много эвакуированных, и происходит коллапс, говорит волонтер, на вот этом пункте для беженцев, для эвакуированных людей. Для прикладу, за 13 число через цей транзитний центр пройшло 442 людини, з яких 190 лишалося на ніч. Через 14 число 300... То есть 400 с лишним человек, 190 из которых оставались на ночь. И у них коллапс. Я не говорю, что это мало, это много. То есть люди едут, вы видите, какие люди. В инвалидных креслах, пожилые. История там
из Краматорска, ну, из Донецкой области, когда там отправили в Днепропетровскую область женщину лежачую, ее там отказывались, бортовали, отказывались принимать в больницу, ну, типа эвакуировали. И там же каждая история из вот этих 400 и 190 остались на ночь, а те, которые не остались, они же поехали дальше, вглубь страны. Это же беда, это жизнь каждого человека, это, ну, это прям своя история. 99 людей пройшло, з яких 155 лишалося на ніч. За 15 число, ну, от сьогоднішня ніч. То есть, видите, клуб, видите, вот это вот все. Ну, вот так это все выглядит. Они показывают, как они работают и не справляются с потоком людей, которые бегут от войны. Значит, война идет на них. 435 людей, з яких 215, думаєте, з 215 лишалося на ніч. В будинку культури, який є транзитним центром, 116 ліжок. Там сумарно тут на території залишалося 215 людей, яким ніде жити, яким нікуди їхати. Значит, 115 кроватей и 215, нам 160 кроватей, 215 человек оставалось. Спал кто где есть. Дві ночі квест у нас. 14-й вечір, 21:45 на парковці понад 60 людей, які просто вимушені були засинати на асфальт. Палатка, надав благодійний фонд Карітас цей намет. Терміново до 1 години ночі роздавали спальні мішки від гуманітарної місії Проліска. Ложили людей на землю в цей намет для того, щоб вони не спали на асфальті просто неба. Зараз завезли поддони, наші хлопці роблять пол з піддонів, закриваємо ОСБшками і... Пол из поддонов, палатку дал благотворительный фонд, потому что в Доме культуры уже не помещаются люди, и как бы их везут. І будемо ставити намет, будемо ставити кроваті. В цьому шатрі 20 наметів буде дійсно. Але через те, що немає нормальної логістики, всі МТП по Дніпропетровщині наразі переповнені, немає чіткої приймаючої області, немає чим і ким вивозити, бо всі наші ресурси кинути з 5 ранку на евакуацію, а потім ще до 4 ранку на підвоз людей в сусідні областях, Полтавську і так далі. Люди тут продовжують накопичуватися. Також вони продовжують накопичувати. Тут дуже багато маломобільних людей, які продовжують накопичуватися теж тут через переповненість всіх геріатричних закладів по країні. Значит, инвалидов девать некуда, люди накапливаются, и у них коллапс. Это один маленький, ну, то есть небольшой. То есть мы все думаем, что, ну, как нам представляют это. Вот Украина Зеленского нам представляет, что выезжайте, эвакуируйтесь, вот вам транспорт предоставили. А куда? Вот туда, в какой-нибудь ДК, условно Павлоградский, где из Днепропетровской и из Донецкой области люди едут туда. Их быстро пытаются определить, а этих инвалидов некуда определять. Гериатрические вот эти заведения, ну, имеется в виду для пожилых людей, чтобы там за ними ухаживали, в шуме, я рассказывал там несколько недель назад, там перебрасывают, закрывают, увозят, а у них стресс, они все переполнены. То есть куда деваться? Лежачему, неходячему, куда? Вот они тут и сидят, ночуют, накапливаются. Не получается этого потока. Машины бросают на эвакуацию или кого-то, чтобы отвезти в соседнюю область. Мы, получается, единственная принимающая область в Днепропетровской области, вот в Павлограде. Короче, с одной стороны, это может, ну как, это, взять можно просто видеоряд и показать это потужно. Но этот молодой человек, который занимается этими людьми, да, вот, обеспечивает их эвакуацию, он говорит не потужно, он говорит как есть. Коллапс, спят на асфальте. Быстро придумали какую-то палатку, поддоны застелили, там натянули. Может, заканчивать все это уже надо? Может, хорош? И эта волна как раз-таки отголосок вот этого продвижения, которое как бы срезали, и других продвижений армии, потому что российская армия движется вперед,
эти отступают, там сзади эвакуация. Ну, вот таким образом, 14 населенных пунктов эвакуировали вот там позавчера. Ну, или дня 3 назад в Донецкой области. А куда им деваться? Кто о них подумает? Не выдерживают волонтеры. То есть, а представляют нам, что это какая-то вот большая история. А параллельно с этим государство выделяет тендер. Тендер на 10 миллионов гривен на поточный ремонт дорог в Доброполье. Проулок Молодежный. Доброполье. Нормально. Эвакуация, ну и Доброполье. 10 миллионов. А тут палатка с поддонами. Более того, вот этот тренд на то, что сейчас будут всех мобилизовывать, и, ну, вы помните, очень плотно многие говорили о мобилизации женщин. И причем четко говорили, что к этому все равно придет. Там, понижение возраста. Сейчас вот Зеленский дает разрабатывать контракты вот эти по принципу 18-25, вот эти 18-24 вот эти контракты. Плюс говорили, что будут и женщин касаться вот эти как бы нововведения. Вот юрист на одном из украинских телеканалов четко рассказывает, что да, начинает касаться і женщин, правда, определенних спеціальностей. Станом на зараз ми бачимо, що, по суті, законодавець унормував ці питання і в автоматичному режимі буде постановка, зокрема, внесення цих даних до реєстрів. Але все одно обов'язок жінки з'явитися до ТЦК нікуди не зник. Значит, всех автоматически вносят в реестры. Ну, если ты женщина нужной специальности, ты уже там есть. Но никто не говорит, що тобі не надо йти в ТЦК, женщина. Надо. І відповідно до цих змін вважається, що на протязі 60 днів жінка повинна з'явитися до ТЦК і пройти військово-лікарську комісію з метою встановлення придатності чи непридатності до військової служби. Але знову ж таки хочу звернути увагу, що це не є автоматична мобілізація, і про те, як зараз деякі наші громадянки бояться. Значит, это не автоматическая мобилизация, ну ты должна прийти, срок 60 дней, пройти комиссию. Все. Це зрозуміло. Мені тут ще цікава історія про те, що ми бачимо там на прикладі чоловіків, що... Это уже потрясающая формулировка вопроса. Мы видим на примере мужчин, ну-ну. Не оновлені дані потім потрапляють у розшук. Чи буде така ж сама історія з жінками? Така ж сама буде історія з жінками, тому що якихось гендерних законів відносно жінок військовослужбовець, які повинні стати на військовий обов'язок, у нас немає окремих. У нас один закон для всіх. І навіть уже очільники ТЦК про це говорять, що якщо жінка не з'явилася на протязі 60 днів для проходження військової лікарської комісії, на неї також можуть бути в подальшому складений протокол, оголошено в розшук і відповідно в подальшому притягнуто до адміністративної відповідальності. И бусик. И вот это бабоньку в бусик. Потому что протокол, розыск, все как у мужчин. А что вы хотели? Зокрема, штрафу. Ще раз наголошую, гендерних законів у нас для жінок окремих немає. Ми не забуваємо, що жінки у нас наразі їм не заборонено виїзд за кордон. І багато хто... Как-то вот хоть должен же быть какой-то лучик надежды от журналистки. Молодец, вот все-таки вот молодец, хорошо ведет беседу. Но женщинам же можно же выезжать за границу. Поэтому, мол, не волнуйтесь, зрительницы, все в порядке. Від початку повномасштабного вторгнення виїхав. Зараз їм необхідно повернутися, я так розумію, в Україну, оновити свої дані для того, щоб не отримати цього штрафу. Чи є можливість це зробити, наприклад, дистанційно за допомогою того самого Резерв Плюс? То есть уехала, но надо же на учет, надо же и ВЛК проходить, надо вернуться, значит, все доделать, чтобы не прилетело тебе 17,5 тысяч гривен.
Питання в тому, що резерв плюс це лише дає можливість оновити свої військово-облікові дані, якщо жінка вже перебувала на військовому обліку і станом на зараз виїхала за кордон. Якщо вона не перебувала на військовому обліку, але має медично-фармацевтичну освіту, планує повернутися до України, то виключно її особиста явка необхідна для того, щоб прийти до ТЦК і на неї завели військово-облікову справу. Крім того, давайте також не будемо забувати, що в дистанційному режимі пройти військово-лікарську комісію у нас неможливо. Для жінок, так же як і для чоловіків, повинен виконуватися обов'язок щодо проходження військово-лікарської комісії один раз на рік. В постанові, відповідно до останніх змін, зазначено, 916, що зазначено, що заклади освіти надсилають до ТЦК інформацію про те, що у них такі випускники отримали відповідні дипломи про освіту. І відповідно вже тут буде саме автоматичний режим, коли заклад освіти повідомляє про те, що у них є такі випускниці, які мають медичну або фармацевтичну освіту. І відповідно відбувається автоматична постановка на військовий облік. Значит, все в автоматическом режиме, все как просто как автомат Калашникова. Отучилась, и просто был, ну, у меня мать была, она фармацевт была, то есть это была очень хорошая специальность, популярная среди девочек. Ну, вроде как ты, вроде медицинское образование, ну, понятное дело, там, ну, не каждый, ну, вроде как и медик ты, но с другой стороны, ты с другой стороны немножко. То есть кто-то, и это у людей призвание быть медсестричкой, быть еще там врачом быть, например, операции делать, или, например, там перевязки, еще что-то. Но вот среди многих был период в Украине очень популярная профессия – фармацевт. То есть ты фармацевт, провизор, ты вроде как у тебя медицинское образование, ты продаешь лекарства, ты там разбираешься в номенклатурах, это тоже большой труд, очень интересный, очень своеобразный, тоже надо много знать. Но ты военно обязан. Автоматически, ну там многие там девчушки, которые там хотели образование, ну не хотели ничего там как-то, ну образование засало. Ведь многие там есть фармацевты, как бы со всем уважением к профессии, но некоторые просто лишь бы отучиться. Да, куда? Фармацевтом будем. Ну, типа медицина, типа это самое. Ну, лекарства в аптеке продавать. А сейчас же много таких аптек, которые, они как бы вот с таким уклоном уже косметологическим, косметическим. То есть это тоже всегда привлекает женщин. Вот это профессия. Теперь отучился, получил там специальность, автоматически ее внесли в ТЦК, раз в год ВЛК. Не обязательно, конечно, что тебя будут мобилизовывать, но ты на учете, все на учете. А там штраф, а там розыск, а там бусик, все нормально. Все автоматически. И, соответственно, ну, даже если выехала за границу, вернись, будь любезна. А то еще границу перекроют. Почему нет? Женщины военно обязаны, это прям очень интересная история, которая будет как бы шагом следующим. Если условно Зеленского завтра не переломят через колено и не заставят капитулировать. Ну вот по поводу женщин на войне, тут вы обратили внимание, да, телеканал показывает видеоряд, как они такие бегают, девчули, там вот это вот, стреляют с автомата, строем стоят, вот это классный такой, да, это называется отраженка, видеоряд, да, такой, чтобы люди понимали, о чем речь. Смотришь на этих девочек, которые там строем, которая вот это вот полосу препятствий проходит, и понимаешь, о чем речь идет. Понимаешь, что ты следующая. Но бывают разные дамы на войне, в том числе и медицинское образование имеющие. Значит, за маму, за пса и людей, которые вокруг. Воюет это медикиня. Ну, значит, сразу быстро нашли ее. Это Алина Михайлова. Нашли ее Мерседес, который стоит $60 тысяч, 2,5 миллиона гривен. Все четко, как бы, пожалуйста. Медслужба Ульф, батальон Волки да Винчи, известный батальон, известная медслужба. Все очень потужные. Машина тоже, кстати, так ничего, в порядке. Ну, нормально. Нормально навоевала. Все хорошо. Ну, быстро нашли, и это все как бы быстро в сети показали. Но сделали это как-то вот, без уважения, что ли. Сразу же, после того, как всплыла информация о ее Мерседесе,
Он оказался кредитный. Кредитный оказался. Значит, вот, пожалуйста, Алина Михайлова в своих соцсетях сегодня быстро оправдалась о том, что у нее Мерседес за 2,5 миллиона. Русская пропаганда и ихние местные подпевалы в который раз пытаются дискредитировать военных. Лично меня. Официально заявляю, автомобиль Mercedes, вот этот GLA 200, был куплен в кредит за мои личные официальные деньги. Я прошла банковский мониторинг, предоставила все справки о доходах. Это мой законный выбор, и я имею на него право. Не, ну правда, не пижош какой-то. Законный выбор, имею право. Все, вот квитанция, все честно, в кредит. Все. Хочу в кредит Мерседес. Волки да Винчи. Все так делают. Медсанслужбе этой Ульф, конечно. Подчеркиваю, слив моих персональных данных из закрытых реестров МВД незаконный. Это не только удар по мне, а и опасные прецеденты для всех военнослужащих, которые сегодня защищают страну. Ну, ответила и ответила. Перефокусировалась, понятно, на другую проблему, что берут и сливают данные. Так все данные, как на ладони. Всех данные, как на ладони. Никто никого не защищает. И ничего ты не скроешь. Но тут тоже интересен момент. А зачем тебе вот это вот на передовой, не знаешь, прилетит, не прилетит, с медсестричками-то спасаешь жизни, пытаешься, да, вот это. А зачем тебе Mercedes GLA 200? Ну, нет, понятно, что машина это не роскошь, а средство передвижения. Но почему Mercedes за 2,5 миллиона? Ну, это выбор в кредит, слушайте. А если что-то, а как в кредит? Ну, тоже вопрос. Ну, то есть все как положено у них. Статусно, на уровне. Ну, можно же купить машину попроще, война же. Или ты можешь купить себе в кредит, там, не знаю, последний iPhone, Мерина нового, еще что-то. А человеку нельзя в Бартоломео, это тот сгоревший, ну, крутой днепровский ресторан, кораблем сделанный, да, или в каких-то местах отдыхать, там, ездить, или что-то там праздновать, какие-то дни рождения еще. То есть, как так? Ты же воюешь за маму, за пса и за тех, кто вокруг. А получается еще и за то, что у тебя кредит надо выплачивать. Непорядок. Ну и понятно, везде это пропаганда. Везде кремлевская пропаганда. Вообще, конечно, это уникальная ситуация, в которой мы живем. Когда все начинают морализировать и стараться всех упрекнуть, всех и каждого. Вот, пожалуйста, есть тут Кипиани. Вот его публикация, значит, сегодняшняя. Сегодня эти двое, ну, он их поругал, конечно, нехорошими словами, демонстративно не встали во время минуты молчания по погибшим. Весь вагон встал. Эти нет. На вопрос Светланы Ильницкой сказали, что могли, но не захотели. Получается, это осознанная позиция. Думаю, что и тегает же. Думаю, что служба безопасности Украины при помощи, тегнул тоже Укрзалізницю, украинские железные дороги, легко установит, что это за биоматериал. Поезд Харьков-Киев, 725К, 5 вагон, 31-32 место. Это не просто ждуны, это бесстрашные герои, которым должно быть больно. Не встали в поезде во время минуты молчания. Ну, там пришли в комментариях, ему там тоже тегают службы безопасности. Алло, СБУ, тут два в поезде не встали. Не захотели вставать, минута молчания. Ну, Укрзалізниця ответила, что, мол, всегда, в общем, к памяти нормально относимся, с уважением. Война за независимость Украины, минута молчания в наших поездах – это не формальность, а жест памяти. Мы убеждены, что очень достойно
чтим память тех, кто отдает свою жизнь за Украину, моральный, в общем, это как бы каждого, да, моральная обязанность. Ну, а отдельные пассажиры, когда делают такие поступки, это основного правила, конечно, не отменяет. Стуканул Вахтанг Кипиани на хлопцев, которые не захотели вставать во время минуты молчания. Все. Едешь в поезде, вставай. Минута молчания. А что не встал? Не захотел. Как не захотел? С СБУ. То есть в этом же весь смысл. Железные дороги предоставляют... Смотрите, то есть надо выбирать. Мы вот какие? Мы вот эти вот идеологизированно пробитые. Все. Тогда все должны как один вставать. Все, зеленизм, все встали, минута молчания, все как положено. Ты выбираешь... Вот, украинские железные дороги. Это сервис, где тебе предоставляют услуги. А если они вообще какие-то иностранцы, вообще не понимают, кто тут, что тут, молчание, какое, почему? Почему он должен вставать? Ну, тоже вопросы. То есть, понятное дело, да, в поездах минута молчания. Все останавливаются или там не едут никуда. Ну, так уже, ну, такая вот, не знаю, ну, такая традиция. Действительно, там, это важно, может быть, да, важно. Ну, не хочешь — встаешь, не хочешь — не встаешь. Гимн заиграл. Встал или не встал? Не встал — СБУ. СБУ придет и поднимет. Ну, то есть какая-то абсолютная дичь. Нарушил он закон? Нет. Что-то предпринял плохое? Нет. Он не встал в вагоне. Ну, это Интерсити, судя по всему, да, там сидячие. Ну, не встал. СБУ. Нехорошие слова от Кипиани. Ах ты такой подлец. И хайп. Сладкое слово хайп. А как вот вообще вот в этой атмосфере, когда старая перечница Кипиани будет хайпиться за счет вот этих молодых пацанов, о том, кто встал, где не встал, как вообще вот дальше жить в этой стране? Они хоть куда-то едут, ну, они хоть перемещаются, значит, там или по возрасту можно, или по другим, а так никто не встретит из ТЦКшников. Ну, хоть ТЦК не натравил Кипиани, сразу СБУ. И вот в этой атмосфере мы теряем эту молодежь. Даже отдельные народные депутаты прозревают. Тут есть нардеп Гриб, прозрела. Я завжди дуже позитивно ставлюся до ініціатив, які відкривають кордони. Тому що я дуже негативно ставлюся до ініціатив, коли ці кордони закриті. Я там сегодня вводил, обсуждал с вами эту политическую риторику, да? Я позитивно, я радуюсь, когда открывают границы, потому что я огорчаюсь, когда границы закрывают. Уровень, Бог, логика, Л с большой буквы. І я вважаю, що взагалі необхідно було б робити таку ініціативу для, ви сказали, чоловіків, тоді хоча б 25 років, щоб було тому чоловіку. Тому що 22 роки – це ще практично дитина, знаєте. Ну, для мене, можливо. Тому, так, кордони необхідно відкривати. А знаєте чому? Тому що ми втрачаємо нашу молодь, якщо ми не відкриємо кордони. Да, мы теряем молодежь, если не открываем границы. Мы теряем молодежь, если какие-то вахтанги Кипиани будут домахиваться до чего. Не воспитывать, не там призывать, не... а натравливать СБУ. Или там угрожать уголовными делами, хулить на весь интернет. Они же обычные пацаны, они не публичные, у них там нет этих сотен тысяч или там тысяч подписчиков в фейсбуках в этих разных, в этих всех делах. Они как бы живут свою жизнь как могут в условиях войны. Но какой-нибудь найдется блогер, ну он там, понятно, журналист, туда-сюда, там, ну неважно, найдется кто-нибудь, кто вот выставит и за счет этих пацанов заработает себе плюс балл. Это тоже влияет. Ну и, конечно, свобода передвижения влияет прежде всего. Надо выпускать и запускать. Если не выпускать, то, понятное дело, кто вырвется, он уже никогда не вернется. Сколько футболистов поубегало
с разных клубов, и харьковских, и с западной части страны. Втратимо. Бо батьки що роблять? 17 років і до побачення. Вони вивозять дітей, і потім діти взагалі не повертаються в Україну. А якщо дитина 17 років виїхала і там на протязі 2, 3, 5 років знаходиться за кордоном, ви думаєте, вона вже повернеться? В неї буде тремтіти серце про Україну? Я не думаю. Тому я вважаю, це абсолютно правильний крок. Але я вважаю також, що необхідно було б зробити так, щоб хоча б до 25 років. Ну, это она имеет в виду, что до 22 Зеленский пообещал, до 22 открыть выезд, а надо типа до 25. Она вот это отстаивает. Но тут вопрос в другом, понимаете? А почему у человека должно трепетаться сердце? Ну, когда он говорит про Украину. Почему оно должно трепетаться? Ну, наверное, потому что с этой страной там, его связывают какие-то там, не знаю, какие-то хорошие события, да. Ну, вот, ну, если говорить про молодых людей, да, которые растут. Да, вот это десятилетие войны, да, условно. Какие-то хорошие события, какие-то там радостные моменты, там, что страна, гордость, там, что он там ходит на стадион и смотрит футбол, например, да, или там ходит в театр, потрясающую игру актеров, он там куда-то сходил, съездил, приехал в Карпаты, не знаю, искупался в Одесском море, то есть, ну, вот, да, вот так, наверное. А что у него должно? Потому что сердце дрожит у тех, кто вот это все видел, а он что, видел, не видел? Тоже ведь такой философский вопрос. А что увидят те дети, которые растут сейчас, когда у них такие детские писатели? Ницой пару дней назад высказалась, а сегодня прям целую дискуссию вызвала. З її дітьми, яких вона виховує так, що вони можуть начистити писок з московщиним дітям. Начистити писок с московщиным детям, это имеется в виду, вот эта дискуссия, это продолжается, там блогер Мандзюк, ей, кстати, Гончаренко, депутат, по-моему, написал заяву за разжигание национальной вражды. Она там высказалась о том, что, в общем, украинскоязычный там ее сын там побьет русскоязычного, там, какого-то другого мальчика, и так, мол, нужно делать. Потом эта Мандзюк отказалась от своих слов, кстати, публично, да, вот. Но Ницой подхватывает эту тему и говорит: Мандзюк, не горюй, ты не одна, мы все такие. Стане моя внучка. Я думаю, що стануть внуки Ірини Дмитрівни Фаріон. І нас таких дітей багато в Україні. Ми їх так виховуємо. Они так воспитывают детей. Слышишь русскую речь? В табло. В табло. З її дітьми стане моя внучка. Я думаю, що стануть внуки Ірини Дмитрівни Фаріон. І нас таких дітей багато в Україні. Ми їх так виховуємо, щоб чистити писок з московщиним дітям. Чистить рожу омосковщенным, да, омоскаленным, или как это, ну, вроде наши, но они как бы обрусевшие, да, вот обрусевшие. Обрусевшие. І це сигнал не для дітей. Я хочу, щоб цей сигнал нарешті почули батьки з московщиних дітей. Олена Мандзюк, Богдан Бенюк, я, ми всі своїми отакими різкими висловлюваннями привертаємо увагу з московщиних батьків. Это вообще не про детей, вы не поняли. Это про родителей. Вот родители, слушайте. На них і досі не вплинули ракети, на них і досі не вплинула якась, ну, чи не знаю, читання, ну, очевидно, вони не читають цього, усвідомлення, чому повинна бути українська. Якщо на них це і досі не вплинуло, то ми знайшли ще один важіль впливу. Ми погрожуємо, що їхніх дітей чекають проблеми. Уже від наших дітей, уже від наших внуків. Якщо ви не хочете цих проблем своїм внукам, своїм дітям, навчіть їх нарешті бути українцями. І вся ця проблема буде, ліквідована. Что это? Что это? Вот что это? Вот говорят, денацификация, не должно вот это все придумать. Я, если честно, тоже считаю, что это, ну, как бы, вот из тех пунктов всех,
Ну, это такая ерунда, конечно, денацификация, потому что понятно, что дело есть там отмороженные придурки с факелами ходят и всякие там руны накалывают. Ну, это горстка, их не так много. Но вот это что? Значит, мы растим своих детей, воспитываем их украинцами, а если вы не будете растить своих детей и воспитывать их украинцами, у ваших детей будут проблемы, потому что наши дети... Я помню, мы так во дворе с пацанами, ну вот это типа, знаете, вот это стандартное типа, а мой батя твоему бате даст. Но это тогда казалось так, а мой батя твоему бате даст. А сейчас у нас происходит, понимаете, это насколько вот это вот перевернуто. А мой ребенок твоему накостыляет. Так что это как не гражданская война? Что это такое? Детская писательница. Внучку воспитывают. Гетманцев ответил. Гетманцев много сейчас комментирует, то он как бы специализировался по онлифанщицам, про налоги, там, про пенсии, кому там сколько платьев в год нужно, ну, согласно минимума украинскому. А он часто реагирует, говорит, границы 91 года не вернем, надо быть реалистами, и другие темы комментирует. Тут комментирует. Я бы не обращал внимания особенного на попытки писательницы Ницой к себе привлечь внимание откровенной глупостью. Писатель, который не может заинтересовать своими произведениями и должна прибегать к ахинее, чтобы про нее говорили, несчастный человек. Хотя да, согласен, уровень любви к детям, ну, в общем, в этом случае впечатляет. Ну, это Гетманцев, слуга народа. Ну, отвечает Бужанский, тоже слуга народа. Говорит, а я бы обращал внимание на таких, как Ницой. В 2019 году миллионы людей проголосовали за то, чтобы высказывания, подобные тем, которые разжигают ненависть Ницой, сразу автоматически становились путем в тюрьму. Вместо этого они становятся путем к политической капитализации. Граждане голосовали не за это. Граждане голосовали не за это. Так кто их помнит, тех граждан? В 2019 году. Тут понять бы, сколько вообще следующих будет граждан во время этого всего ужаса. Граждане, говорит, голосовали не за это. А давайте попробуем поголосовать. Почему никто не предлагает? Давайте поголосовать. Может, Трамп хоть завтра предложит? А давай поголосуем, Володя. Давай выборы проведем, давай остановим, давай это раз, все, и нормально. А тот новый подпишет все, и ты подпишешь, и новый все подпишут. Да, друзья, ну вот такой шум у нас сегодня получился. Из такого, ну, знаете, важного еще сегодня обязательно нужно сказать, что обостряется ситуация с Израилем и Газой, геополитическая. Ну, это буквально очень коротко. Значит, в Израиле протесты начались. Причем полиция работает очень жестко. Протесты за то, чтобы наконец-то остановить войну в Газе и договориться об обмене заложников. Короче, закончить это все. Полиция работает жестко, и там много шпионов находят. Ну, как такая же методичка похожая. Там. Где-то что-то там связано с Ираном, сразу все. Как бы ласты склеили, спеленали в тюрьму. Говорят, ты шпион иранский. В общем, обостряется эта история. Нетаньяху не хочет заканчивать эту войну, хотя от газа уже ничего не осталось. Сегодня было тоже видео. Турецкий самолет, там сбросили 161 груз, они там на парашютиках сбрасывают, гуманитарный, и сняли параллельно, во что превратилась Газа. Газу просто вынесли, камень на камне там нет, но люди там продолжают оставаться. Это детям привезли, 18 котлов установили. Вот посмотрите, в каких условиях, посмотрите, вот они берут эти кастрюли, надевают на голову. Выглядят ужасающе, конечно.
Значит, на этих кухнях огромный наплыв людей, массовые очереди показывают голод, от которого страдают люди. Некоторые не ели по 4 или 5 дней. По милости Бога мы сегодня, в общем, пытаемся, поставили 18 этих котлов. Мое послание о том, что давайте остановим голод в Газе. Порции кухни не хватает для нашей семьи из 11 человек. Мы делим их так, чтобы каждому досталось хоть чуть-чуть. Я сама не ем, хотя должна. У меня диабет и лекарства от давления, которые опасны без еды. Ну, хвала Богу, я нахожу еды, пью воду, чувствую себя сытой. Вот так. Вот такая вот ситуация в Газе. Требующая разрешения, конечно же. Ну и по поводу давления, все-таки Америка против признания Палестины, европейские страны додавливают общество, и Макрона, и Стармера. Отдельно про Стармера, тот, который мчит завтра помогать Зеленскому. А у него сегодня появилось видео такое очень... Ну, объясняется почему, да, как бы проталкивают эту идею о том, что давайте поддержим Палестину, поддержим палестинцев. И Европа ничего не может с этим сделать, потому что в Европе состояние очень интересное. Пока, например, в Украине тут москворотые, не москворотые дети, а в Европе все по-другому. Появилось видео с учебными лагерями братьев-мусульман в Великобритании. То есть мерч, футболки, тренируются, смотрите, борьба у них там, лагерь специальный, боевые искусства, молитва, понятное дело. Нормально все, видите как. Братья-мусульмане в Британии. Братство, успех, все понятно. Ну, то есть, интересное видео, интересные, как бы, вещи. Насколько это масштабно сказать сложно, но если создаются вот такие уже лагеря, то это о чем-то говорит. Ну и сегодня в городе Лидс сняли видео, это тоже Великобритания. Видео, которое из автобуса, обычного общественного транспорта, которое показывает вообще национальный состав Великобритании какой. Смотрите. Все темненькие. Все темненькие. И один в уголочке затесался, родненький. На британца хоть один похож. Понимаете? Хоть один. А все такие чернявые, все такие... И тут в углу забитый британчик. Ну, такая вот история. Я на самом деле отношусь и к мусульманам, и к вот этим темненьким, и все нормальные люди. И это нужно действительно в себе воспитывать и культивировать. Есть везде плохие, есть везде хорошие люди. Однако, если вы, белые славяне, русские, украинцы, убиваете друг друга на войне, подобного типа, как сейчас в Украине. Если вы еще внутри себя, с одной стороны, украинской, еще еще себя разрядили, тогда, простите, надо, значит, уступать свои страны, свою землю, свою, скажем так, место обитания другим, у которых таких проблем нет, которые могут худо-бедно как-то друг с другом сосуществовать. Получается так, и об этом нужно думать. Ну и в завершение, чтобы точку поставить основной части, Пекин.
роботы. Провели, в общем, соревнования в Пекине, ну, там, игры роботов. Типа Олимпийские игры, типа спорт и вот эти роботы. И один из роботов не добежал до финиша. Ну как, добежал не сразу, добежал с помощью. И этим видео я хочу закрыть основную часть, потому что где-то подходит аналогия с железным дикобразом. Роботом, который, несмотря даже на то, что робот, все равно замахался. Ну вот так вот. В общем, быстренько его приводят в чувство, пытаются как могут. Люди там даже хлопают этому роботу. Подвели немножко, подзавели и, так сказать, вверх-вниз. И уговорили все-таки дойти до финиша. Ну, может, под аплодисменты наступит финиш и у этой глупой войны. Дурной войны. Друзья, всем большое спасибо за то, что досмотрели вот прям до этого места наш сегодняшний эфир. Это очень прекрасно и здорово. Всем большое спасибо за то, что поддерживаете. Спасибо большое Мэтью за поддержку. Спасибо за то, что становитесь спонсорами. Анна Салан, спасибо большое за то, что суперчат, суперстикеры. Подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Зачем с Зеленским Трампу едут Мерц, Макрон, Стармер, Урсула, Ступ и Рютте? 14%. Выторговать ништяки от распила. Ну, за деньгами едут. 19%. Чтобы вместе слить Зеленскому и как бы плезнуть Трампу. 30%. Боятся, что Зеленский кинет и прогнется. Ну, под Трампа они останутся не у дел. Поэтому все вот такой делегацией отправляются. Ну и побеждает вариант 37%. Будут давить на Донни и менять курс. Потому что Аляска поворотный момент, и нужно сменить Дональда немножко вразумить и обратно вернуть вот туда, да, вот туда, где он был раньше. Значит, предлагаю всем сейчас перейти к вашим вопросам. Давайте начнем с клуба зрителей. Закрытый клуб зрителей Шелли с возможностью поддержать меня как автора. Ну и, конечно, там общения немножко больше, немного вопросов. Значит, верите ли вы в то, что украиноговорящие захотят возвращать нам наши права относительно жизни на родном языке, спрашивает Олег. Олег, спасибо. Во-первых, спасибо вам большое за вопрос. Очень благодарен за него. Если все завтра, выгорит, если Зеленский не отпетляет, как он обычно это делает, то поверьте, украиноговорящие, они тоже нормальные люди. Они все, те украинскоговорящие, которые которым это все приписывается, они все и русскоговорящие тоже. Вообще там на двух языках все нормально могут говорить. Когда надо, все говорят как надо. Просто не надо было, надо было по-другому. Я думаю, что этой проблемы не будет, Олег. Вот мое такое мнение. Просто изменится вектор, и все будут спокойно говорить. По-русски, по-украински, одновременно, и так, одни на том. Все же друг друга понимают. А ненависть это просто уйдет. Вместе с головой, которую отсекут. Я очень надеюсь, по крайней мере, что это так будет. Значит, давайте ускоримся, чтобы еще с чатом немножко пообщаться. Поэтому вопросы из предложки. Влад пишет. Добрый день, Александр. Интересно ваше мнение по следующему вопросу. Разгоняют идею разрешить ТЦК стрелять в мобилизуемых в случае сопротивления. Вбросили письмо военных с требованием дать право стрелять на поражение. Не похоже ли это на подготовку Зеленскому к новому этапу удержания власти? Гражданской войне. С уважением, Владимир. Да, Владимир, спасибо большое за вопрос. Похоже. Признаки есть. Однако я все-таки считаю, что это до этого не дойдет. Потому что первый выстрел, первый убитый или первый раненый от пули ТЦК, он просто, скажем так, сорвет резьбу у всего народа.
Потому что если сейчас там стараются ходить по несколько человек, я просто знаю, да, вот люди, потому что, причем даже военные, которые в отпуск едут, они по форме боятся ходить, потому что примут за ТЦКшника, отлупят. А по гражданке ТЦКшники примут, поди докажи, кто ты, что ты, они тебе быстренько оприходуют, новый военный билет. То есть все будут вооружаться после вот этого прецедента первого же. С точки зрения того, чтобы напугать, ну, условно, объявить в прессе, что, смотрите, с сегодняшнего дня ТЦКшник имеет право открывать огонь, там сначала, как полицейский, сначала в воздух, потом по поражению, в случае там сопротивления вооруженное. И типа всем объявить, со всех утюгов рассказать, но так это все равно требует проверки, потому что если ты это объявишь, а этого не произойдет, там просто пойдет обратный отсчет этого прецедента. Он обязательно будет. Поэтому объявлять это тоже опасно. Это очень опасная история для власти. Я думаю, вряд ли на это пойдут, хотя с точки зрения, ну вот, логики вы правы. Но вряд ли это будет именно так, потому что это напрочь сделает ситуацию неконтролируемой на улицах. Оксана, уважаемый Александр, этот вопрос хотела задать до того, как вы ушли в отпуск. Вот недавно смотрела передачу с участием одного из наших украинских философов, который был гостем одной из студий. Ведущая перед началом разговора сказала такую преамбулу, где уведомила, что поскольку их передачи смотрит огромная публика из разных частей Украины и не только, программа будет вестись на восточно-украинском диалекте. Ну и, понятное дело, перешли на русский. Затем тема была затронута о недавних уличных протестах молодежи. И тут гость программы начал философствовать по поводу этих протестов, назвал молодежь поколением катастрофы. А у меня в голове тут же возник вопрос, когда 2 минуты назад, в начале передачи, эксперту сказали, что будут говорить на восточно-украинском диалекте, а он ничего на это не возразил. Мы разве можем сказать великий и могучий восточно-украинский диалект? Ложь начинается с мелочей, а если так, то какое право имеет этот или кто-то другой называть эту молодежь поколением катастрофы? Ведь уже более 30 лет живем во лжи. Все начинается с малого, с маленькой лжи, маленьких недоговорок, молчания. Но в то же время, если человек знает, что его смотрит и слушает огромная аудитория, почему не сделать паузу и просто не сказать, что да, будем говорить по-русски, потому что это даже грамматически правильно называть вещи как есть. Почему мы должны воспитывать поколение идиотов, а потом удивляться и называть молодежь поколением катастрофы? Спасибо вам большое, я полностью разделяю ваше мнение. Вообще, конечно, это такой, это такое... Смотрите, ложь цепляется за ложь. И получается такой канатик, да, и он тянется вперед. И ты вообще уже не разберешься, да, с чего все началось. Ну, я не знаю, в каком эфире вы говорили, не могу предсказать, что там за эксперт. Восточно-украинский диалект, это, конечно, очень прекрасно, да, уже на суржике говорили тогда. Но ваша мысль, она глубже. И я разделяю эту мысль в том плане, что нельзя врать. Но я вам хочу другую немножко сторону подсветить того, о чем вы сказали. А своим же они не врут. Дома они говорят по-русски. Не на восточно-украинском, по-русски. Это все для биомассы. Это все для лохов. Вот эта вся история. Там, та украинизация, все там. Вот как Зеленский говорит, конституция не позволяет. Это все для плебса. Дома они говорят по-русски. Доллары у них американские. То есть все там, машина немецкая. Ну, вы поняли. Все прекрасно понимают на земле, что есть, что и как. Просто правило такое, тут такое воспитание такого поведения идиотского. Когда ты, включили тебе, помните, какой-то кролики, дуэт был, Данилец и Моисеенко, у них был там, кролики это не только ценный мех, вот микрофон, раз, микрофон включили, все такие. А в нормальной жизни все нормальные люди, все все понимают. И поверьте, столкновение с реальностью, многие считают, что оно будет каким-то очень болезненным. Я так не считаю. Ну вот именно моральным шоком. То есть условно, завтрашний день будет решающий для Украины. И что-то он решит, и что-то решится. И потом будет столкновение с реальностью. Не вот этими словесами, которые там европейцы, а вот реальностью.
И все очень быстро протрезвеют. И у многих даже голова не будет болеть. Как заново народятся на свет? Серьезно. И это все быстро изменится. А те, кто будут отставать, покрикивать, типа там Корчинского, давай, феодализм, наши герои умерли. Нет, все, если сразу, в общем, все будет нормально. И эксперты сразу, и молодежь сразу станет нормальная, потому что на нее только одна надежда. Мир нужен. Мир и, вот, знаете, вот, где-то встретил, у вас, кстати, под шумом встретил в комментариях, уважаемые зрители. Все пишут денацификация, демилитаризация, да, вот эти. Не. Даже при всех вот этих выпадах это не нужно Украине. Нужна дезеленизация. Дезеленизация нужна Украине. И все. Когда упадут вот эти декорации этого погорелого театра, все станут как бы ровно и твердо на землю, оценят масштабы, поймут, что делать, нормально себя начнут вести, и тогда не будет украинец учить своего ребенка бить другого украинца, потому что он по-русски говорит. Тогда это все канет в лету. Ну, это мое такое убеждение. Все пройдет очень быстро. Не будет этого шока, о котором твердят все. Шелест фантазер, ничего там не решится. Завтра Трампенко переобуется и будет гнать на Путина. Пишет мне Фантомас. Фантомас. Ну вы, я не знаю, вы разбушевались или нет. Смотрите, я не фантазер. Ну, все же понятно. Логика так развивается. Если логика другая, ведь мы встречи, по большому счету, в Аляске не знаем. Плюс, смотрите, прошла Аляска, прошел еще один день, и только почему-то сегодня, видимо, получив по какому-то каналу связи, выходит Витков, говорит, Россия готова уступить там свои требования по 5 областям, как-то уступить, что-то уступить. Трамп пишет, что большой прогресс России наметился. Это означает, что они получили что-то, подтверждение чего-то. Ведь давайте так, Путин перед Аляской провел совещание. Путин после Аляски провел совещание. Все утвердили, есть рамка. И, конечно, Трамп и американская сторона оценивают это как рамку большого прогресса. И тут здравствуйте, Зеленский. А эти все хор подпевал, Урсул, там всяких там, как у нас на обложке сегодня. То есть мы видим чистый бейсбол. Трамп сегодня должен отбить мячик с головой Зеленского в перчатку Путину. А эти на подтанцовке должны не шибко выпячивать себя вперед, чтобы мы увидели красоту игры, игроков. Кто там, питчер, там, панчер, да, вот это. И мячика. Значит, Александр, вы говорили, как-то пытаетесь бороться с санкциями, но не как Карасев, получается, заинтриговали этим перед отпуском. Ну, есть определенные юридические процедуры, определенные есть детали, ну, посмотрим. Пока не могу сказать, ну, есть определенные, ну, а что делать, понимаете? Смотрите, тут же какая история. Там есть такой механизм, что если ты, типа, ничего не делаешь, ты как бы согласен. А с чем я согласен? С шизой Зеленского? Понимаете? Александр, не думайте, что Трамп сейчас просто набивают цены для Европы и Украины, хотят поиметь их еще больше. Вполне возможно. Да, конечно, набивают цену. Думаем. Боцман, вы правы. Это звучит из каждого утюга. 100%. Саша, украинцев 21 год обрабатывали всем миром, не решится все дезеленизацией. Решится дезеленизацией. Ну, по крайней мере, там 70% вопроса решится. Эти украинцы уже обработаны. Все. То есть все четко, когда у них уйдет вот эта пелена, они посмотрят на кладбище, на разруху и на весь этот ужас другими глазами, при другой власти. Я думаю, что многое изменится.
Вопрос, может ли Трамп надавить на Зе, Лариса задает, в случае, если он откажется заключить мир. Едут все с ним явно сказать, что мы дальше воюем. Ваш прогноз, что вы ждете, Трамп может всем пригрозить пошлинами. Нет, пошлинами нет, пошлинами нет. Смотрите, тут два варианта. И они страшные для Зеленского. Ну, вариант первый. У него будет тет-а-тет, и там будет четкая картина, четкий расклад. Да, нет. Здесь мы можем немножко торговаться, здесь не можем. Ну, там же мягче будет. Ну, как мягче? Мягче и жестче. Вы же видели, как слили информацию о том, что Миндич вагон загрузил предметами старины, кэшем, всем на свете, и так через Молдову, и якобы, по информации, там, например, олигарха Онищенко, сидит Миндич в Молдове, и, в общем, там торгуются, ждут какое-то убежище какое-то политическое, что-то еще, или там куда дальше поехать, решают с этим баблом, с этими деньгами по дип-вагону. Это ведь тоже сигнал не просто так. Его будут откусывать. Сетки с прута Ермака, который протянул, будут кусать, щупальца будут укорачивать. Как? Нормально. НАБУ, САП, американцы подключаться. Вообще у меня такой инсайт есть, но не могу я утверждать, что он на 100%. Ну, разговаривал с людьми. В общем, сейчас не просто так появилась вот эта у Трампа публикация о том, что, короче, Лукашенко классный мужик, мощный лидер, и я ожидаю, что там 1300 человек он там освободит откуда-то. Или 1900, 1300, по-моему. В общем, есть такая информация, что отдельные сотрудники секретной службы самого Дональда Федоровича в Минске, так сказать, осматривают местность. И в Риме тоже. Ну, в Риме там они могут быть по разному вопросу. В общем, осматривают местность. Вполне вероятно, что... А почему в конце следующей недели не приехать Трампу, Путину и Зеленскому и не подписать? А все будет именно в этом формате. Вы же видели, не было вот этих на Аляске вопросы, ответы. Это посчитали лишним. И тут посчитают лишним. Все. А дальше каждый расскажет у себя то, что он хочет. Трамп расскажет о том, как мы, в общем, 6 войн за 6 месяцев и Нобелевская премия, вот она ждет мира. Путин скажет, что все задачи выполнены, все нормально. Мы могли бы еще продолжать дальше воевать, но мы без войны там заберем вот это, а это нам и не нужно было. У нас есть четко выписанные гарантии, войны больше не будет. Запад прогнулся, послушал и решил. А Зеленский расскажет, у нас потужна перемога, смотрите, мы сохранили свою демократию, свою страну, и все будет круто. Может быть. Значит, смотрите, Александр, ничего не закончится, пока не поменяется Украина как антироссия без НАТО и без этой власти. Смотрите, без НАТО, да, без власти, да. Украина это не антироссия. Ну, это не антироссия. Вы мне можете фольклора накидать, вы мне можете там, кто не скачет, то и москаль накидать, там всяких этих там упоротых. Но жизнь, во-первых, Украина большая. Украину просто свели вот в эту идеологическую точку, да, какого-нибудь там Марцинкиева, Ивана Франковского, или там какую-то львовскую точку. И вот это все транслируют. Украина другая. Поэтому Украина это не антироссия. Это из нее сделали антироссию. Поэтому вот это НАТО и вот это тоже хватит. Вот, например, сегодня Зеленский говорит, одной из гарантий безопасности будет наше членство в Европейском Союзе. Зачем это сказал Зеленский? Торгуются. Ему надо хоть что-то, хоть как-то предъявить. Вот он возьмет и предъявит Европейский Союз, разбомбленной, разрушенной, нищей, зализывающей раны после войны стране. Ну, вот вам будет, типа, сладкая пилюлька, она уже готовится.
для того, чтобы горечь капитуляции, поражения, и чтобы люди не задавали себе вопрос, а нахрена все это было раньше? Чтобы они задавали себе вопрос, о, подождите, а какой же ж интересно курс евро? Это ж мы сможем ездить в Европу туда-назад, это ж Евросоюз, это ж там Шенгены, вот эти все. Хотя и это отменят. Значит, прогноз. Все будет наоборот, как с Аляской. Все не сбылось. Ну, не сбылось. Посмотрим. Значит, смотрите, тут как бы в этом отношении просто нужно два такта. Поэтому туда все и поперлись в Вашингтон завтра. Два такта. Первый такт Трамп-Путин, а второй такт Трамп и глобалисты вместе с Зеленским. Зеленский не подпишет, они все настроены против Трампа. Да, Ирина, вы правы. И в этом есть риск. Ну тогда будет плохой и жесткий сценарий. Ну и для украинцев, для всех тоже плохой и жесткий. Для всех нас, украинцев, там, понятное дело, и русских, потому что русские тоже гибнут. Будет, значит, будет жестко. Но я не думаю, что европейцы, они сами готовы предать. Они сами готовы быстро предать. Они увидят, что ручеек иссякает, они тоже быстренько будут предпринимать. Они же, смотрите, европейцы свое бабло пилят. Вот это очень важно понимать. Они свое. Зеленский чужое. В этом разница. Поэтому они вот это все трясутся над завтрашней встречей. А тогда они враги Трампу. И Зеленский, и вот эти глобалисты, этот Макрон, который выскочил сегодня с капитуляцией. Саша, что со вчерашним сообщением, которое я вчера удалил? Да, ну это эмоции, действительно, все, надо готовиться к худшему, в общем, после вот этой Аляски. Ну, посмотрим после встречи. Это та ветка сценариев, если Зеленский упирается до конца и говорит: Урсула, я с тобой, я буду подавать патроны, Стармер, вот оружие, вот Макрон, и вот попрут все, Трамп скажет: ха, до свидания. И вот если только не вот это до свидания, а окончательное до свидания, без ЦРУ, без спутников, без и Европе. Трамп же, понимаете, он может и в НАТО запретить там американские спутники показывать. Поэтому тут тоже такой момент. Будем только на спутнике притула, и тогда начнется очень жесткая война, и тогда действительно Зеленский, а ему все равно. Тут же тоже надо понимать, ему все равно. Вагоны с Минтичем уехали, он может воевать, он может сжигать и по Днепр страну разрушать, и дальше. То есть, какая разница? Зато он незламный, воюет, потужный. Поэтому, да, поэтому это такой тяжелый сценарий, и он проигрывался после встречи Трампа. Ну, радует же что? Ну, как радует? Оно и радует, и огорчает. Трамп теперь на стороне Путина в позиции нужен мир, прочный, долгосрочный, перемирие, а потом мир. Сразу приехали, договорились и все. Но вопрос, а сколько будут договариваться так? И сколько будет идти война? Трамп хочет быстро. Будем надеяться, что у него получится. Путин тоже, кстати, хочет быстро. Все зависит от Зеленского. Тут Витков прав. Он сегодня это и сказал. Все зависит от Зеленского. Так. Друзья, спасибо всем большое за сегодняшний шум. Вот видите, как вроде как не планировали так долго, 2,5 часа, как с куста. Я очень всех прошу поставить лайк этому видео, написать хороший, добрый комментарий, как всегда. Ну и главное, беречь друг друга. Всем добра и света. Увидимся обязательно. Хорошо.